обычным неудачником, который каким-то образом стал лидером величайшей команды охотников за сокровищами в мире. Хотя на самом деле он хотел спокойной жизни в деревне, где родился, и стать героем, о котором будут слагать легенды. Его друзья детства мечтали стать известными героями, которые исследуют древние хранилища, полные богатств и опасных монстров, и втянули его во все это дерьмо. История начинается с группы мечтательных детей. Один из них говорит, что они должны стать охотниками за сокровищами и исследовать хранилища по всему миру, чтобы найти богатство и славу. Остальные воодушевляются этой идеей и соглашаются, что вместе они смогут осуществить свою мечту и стать самыми сильными героями в мире. Затем рыжий парень даже упоминает, что однажды они отправятся в столицу Брудио. Затем сцена переносится в настоящее время, и мы видим мужчину в плаще, который идет по оживленной улице и размышляет о жизни охотников за сокровищами. Он объясняет, что охотники за сокровищами — это знаменитости в столице империи. Они путешествуют по древним руинам и хранилищам сокровищ по всему миру, рискуя жизнью, чтобы найти спрятанные сокровища. За опасность сражений с ужасными монстрами, известными как призраки, они получают богатство и славу. Затем мужчина подходит к таверне. Он замечает, что сегодня в этой таверне один из самых могущественных кланов под названием «Первые шаги» проводит собеседование с новыми членами. Он объясняет, что клан — это по сути объединение групп как общество взаимопомощи. Один исследователь не может справиться совсем в одиночку. Если хочешь подняться на более высокий уровень, то нужно вступить в сильную группу и развиваться вместе с союзниками. И вот, стоя в очереди, чтобы попасть в таверну, мужчина признается себе, что ему никогда не удавалось достичь такого уровня. Внезапно девушка позади него заговаривает с ним, спрашивая, не хочет ли он тоже вступить в группу. Извинившись за внезапное знакомство, она представляется как Руда Ранбек, исследователь с 3-м уровнем. Парень отвечает, что его зовут Кри Андре. Но когда Руда протягивает ему руку, он не пожимает ее. Девушка удивляется, что такая толпа собралась на собеседование, и признается, что до сих пор исследовала мир в одиночку, и что ей было сложно справиться с храмом сокровищ под названием Логово Белого Волка, и что она решила вступить в группу. Другой исследователь, стоящий рядом, слышит их разговор и смеется, думая, что Руда не справится с храмом сокровищ на 3-м уровне, и самодовольно говорит ей, что такие места не для новичков, как она. Руда, естественно, не в восторге от того, что незнакомец назвал ее новичком, но парень продолжает, объясняя, что Первые шаги — один из лучших кланов в столице империи. Конечно, 3-й уровень может считаться средним уровнем во внешнем мире, но здесь это практически начальный уровень. Он советует ей развернуться и пойти домой, что еще больше злит Руду, и она в ярости достает свои ножи. Прежде чем ситуация обостряется, вмешиваются охранники, проводящие собеседование. Они просят их успокоиться, говоря, что если они устроят сцену, то их выгонят. Охранник ругает их, напоминая, что исследователю нельзя доставать оружие на улице. После этого напряжение спадает, и действие переносится в таверну, где Рута и Край беседуют. Рута удивлена количеством претендентов и признается, что никогда раньше не была в подобных местах, и с любопытством спрашивает, бывал ли Край здесь раньше. И он небрежно отвечает, что это его 5-й раз. Рута чувствует себя немного виноватой, но Край отмахивается, говоря, что не нужно его жалеть. Затем он объясняет, что для того, чтобы стать исследователем, нужны навыки. Талантливые люди быстро поднимаются на вершину, но для тех, кто не так одарен, это гораздо сложнее. Рута замечает шумную компанию в таверне и спрашивает о них. Край сообщает ей, что это сын Святого Духа по имени Арк Брейв, который сейчас набирает новых членов. Недавно они захватили сокровищницу 7-го уровня, считаются одной из лучших команд. Их лидер Арк Родин известен тем, что распознает таланты, и если он признает кого-то, то успех этого человека практически гарантирован. Но Край признается, что впервые видит, как они проводят собеседование. Рута замечает пустое место и спрашивает о нем, но прежде чем Край успевает ответить, тот грубый парень снова вмешивается и высокомерно заявляет, что Рута ничего не понимает. Он говорит, что просветит ее, хочет она этого или нет. Несмотря на ее просьбу остановиться, он представляется как Грег Зангиев, сертифицированный исследователь 4-го уровня. Он говорит, что пустое место принадлежит основателю Скорбящих, одной из самых уважаемых команд в столице. Затем Ка рассказывает, что группа «Скорбящие души» появилась в столице несколько лет назад и быстро стала популярной благодаря своему таланту. Их официальное название — «Скорбящие души», и, как говорит Ка, это группа его друзей детства. Грег, который только начинает свой путь, упоминает, что ходят слухи, будто скорбящие души впервые за много лет набирают нового участника. Поэтому здесь собралось так много исследователей. Однако Грег опровергает эти слухи, говоря, что за столом основателя никого нет. Один из участников спрашивает, где скорбящие души. Он смело заявляет, что пришел сюда только потому, что они считаются лучшими. Он хвастается, что однажды станет самым сильным исследователем, и признается, что уже получил 4-й уровень. Внезапно девушка из администрации подходит к нему и начинает отчитывать. Не сдерживаясь, она говорит ему убираться. Другие сотрудники пытаются успокоить ее, напоминая, что сегодня не стоит устраивать скандал. Но девушка не слушает и огрызается, говоря, что ее сестра поступила бы так же, если бы была здесь. Напряжение нарастает,
И Крей, чувствуя, что назревает конфликт, говорит Руде, что им лучше уйти, пока не стало хуже. Руда выходит вслед за ним, как раз когда Брэд Гилберт пытается напасть на девушку Тина. Но прежде чем он успевает нанести удар, Тина замечает Крея. Она смотрит ему в глаза, и как только Гилберт бросается на нее, она ловко уворачивается и загоняет его в угол. Пока Гилберт все еще отбивается, Тина поворачивается к Крею, называет его господином и спрашивает, что он здесь делает. Оказывается, Крей не просто какой-то случайный исследователь, а лидер клана скорбящих душ, о котором все говорят. Крей начинает объяснять, что все началось несколько лет назад, когда он и его группа, будучи новичками, отправились исследовать подземелье. Они быстро прошли несколько подземелий для новичков одно за другим. Но однажды, когда они исследовали подземелье, на Крея напал монстр, но один из его друзей вовремя его убил. Друг похвалил Крея за то, что тот отвлек монстра. Но Крей знал правду. Он даже не заметил, что монстр был там. В этот момент он понял кое-что важное. Хотя у них была одна и та же мечта, их таланты были разными. Он понял, что по сравнению с остальными он был обычным парнем и почувствовал себя обузой. Он знал, что его друзья были слишком добры, чтобы сказать ему об этом, поэтому он решил уйти из группы. Но когда Крей попытался поговорить с ними об этом, они сменили тему, сказав, что еще не выбрали лидера. Тогда рыжеволосый парень в их группе предложил, чтобы лидером стал Крей, и остальные сразу согласились, сказав, что Крей идеально подходит на эту роль. Потому что он хорошо говорит и мотивирует всех, поэтому Крей даже не успел отказаться. Прошло несколько лет, и Крей все еще лидер группы, состоящей из его друзей детства. Он признается, что пока он занимает эту должность, он давно хотел уйти из исследователей. Затем Руд приходит в себя и не может поверить, что Кей глава клана первого уровня, и даже Арк присоединяется к подшучиванию над Кеем. Арк вспоминает, как Край сказал, что он опоздал, потому что проспал, но теперь кажется, что он просто тайно оценивал участников, притворяясь одним из них. Край поправляет его, говоря, что он действительно проспал, но Арк отказывается верить ему. Край замечает, что большинство исследователей, как и Арк, просто не слушают людей. Тина, явно раздраженный, говорит, что Арк ведет себя грубо и шутит, что его нужно выгнать из клана. Арк смеется, думая, что чувство юмора Тина просто уморительно. Мы также узнаем, что Тина исследователь 4 уровня, а Край одиночка из клана 1 уровня, а также одна из его подруг детства и ученица Лиз, одной из самых сильных участниц. Арк спрашивает Края, нашел ли он хороших кандидатов, и Край, как обычно, язвительно спрашивает, возьмет ли Арк того, кого он порекомендует, в свою группу. Арк без колебаний отвечает, что возьмет, потому что доверяет Краю. Вся таверна потрясена этим заявлением. Друзья Арка пытаются отговорить его, но Арк настаивает, говоря, что возьмет только одного человека, которого порекомендует Край. Затем Кей спрашивает, может ли это быть кто угодно, и Арк оставляет решение за ним. Кей думает, что у Арка действительно большое сердце, хотя замечает, что один из друзей Арка смотрит на него с осуждением. Затем Кей смотрит на Тина и сразу понимает, что он выберет ее. Она гордо заявляет, что решила остаться с Краем сейчас и навсегда. Она даже говорит, что ей неинтересно присоединяться к вечеринке красавчика. Тем временем Гилберт снова устраивает сцену, громко заявляя, что он присоединится к вечеринке Арка. Край вспоминает, что Гилберт хвастался, что у него 4 уровень, и задается вопросом, есть ли у него вообще своя команда. Гилберт отмахивается, говоря, что это не важно. Край начинает думать, что, возможно, этот парень будет полезен, если его обучит Арк. Но Край признает, что у него не очень хорошо развито чутье на таланты, так что все может зависеть от удачи. Край говорит Гилберту, что порекомендует его Арку, но есть одно условие. Он спрашивает Гилберта, что, по его мнению, самое важное для исследователя. Когда Гилберт не может ответить, Край говорит ему, что он не должен сдаваться. Он предупреждает, что если у Гилберта не хватит сил, то он подвергнет опасности всю свою команду. Поэтому Край должен убедиться, что у Гилберта есть все необходимое. Он небрежно упоминает, что с тех пор, как стал исследователем, он ни разу не проиграл. Толпа в шоке, Крейг думает, что единственная причина, по которой это правда, в том, что он никогда по-настоящему не дрался. Край снимает кольцо с пальца и говорит всем, что тот, кто сможет его заполучить, будет тем, кого он порекомендует Арку. Он подбрасывает кольцо в воздух. Гилберт ловит его, но не успевает обрадоваться, как Тина мощным ударом отбрасывает его в сторону. Кольцо падает на землю, и внезапно вся таверна погружается в хаос, когда все пытаются его схватить, переворачивая все вверх дном. Тем временем Край незаметно уходит, оставляя участников разрушать таверну из-за его маленького испытания. На следующий день Ева, глава клана Вица, сообщает Крею, что инцидент в таверне попал в новость. Она говорит, что заведение было полностью разрушено из-за его безрассудных действий. Крей сразу же спрашивает, были ли пострадавшие среди гражданских, и с облегчением узнает, что их не было. Однако Ева добавляет, что ассоциация исследователей хочет поговорить с ним. Крей спрашивает, что Арк думает о произошедшем хаосе, и Ева отвечает, что Арк просто посмеялся, прочитав статью. Ка качает головой, думая, что Арк слишком легкомысленный, и предлагает выставить счет за ремонт на его счет и отправить его в ассоциацию. Ева вздыхает, говоря, что Ка слишком полагается на Арквей. Но на этот раз ассоциация конкретно просит Крея. Понимая, что ему не отвертеться, Крей ворчит, зная, что ему придется пойти, иначе менеджер филиала может прийти за ним.
Затем он жалуется, что не хочет уходить без сопровождения и упоминает, что его замаскированный артефакт – мощный предмет под названием «перевернутое лицо», который позволяет ему менять внешность, сломался. Ева закатывает глаза, уверяя его, что никто не нападет на него в такой ранний час. Поэтому, не имея другого выбора, Крей неохотно уходит. Позже мы видим, как Крей извиняется перед менеджером ассоциации за инцидент в таверне. Он объясняет, что никто из гражданских не пострадал, и что, когда начался хаос, он не смог его остановить. Он говорит, что здание было единственным, что пострадало, и что удивительно, никто не подал официальную жалобу. Он говорит Швеции Медель, что владелец таверны – его друг, и он уверен, что они его простят. Молодая женщина из администрации говорит Крею, чтобы он успокоился, и протягивает ему книгу. Глава ассоциации, Грак Уэлтер, строго напоминает Крею, что такой высокопоставленный клан, как первый шаг, должен подавать пример другим. Если он спустит все на тормозах, это будет неправильно воспринято. Ка, почувствовав, что дело принимает серьезный оборот, понимает, что ему придется взяться за работу. Он объясняет, что в ассоциацию охотников поступают самые разные запросы, многие из которых требуют много времени и оплачиваются так плохо, что никто не хочет их брать. Охотники называют эти нежелательные задания рутиной, и Крей не в восторге от этой идеи. Смирившись со своей судьбой, Крей просматривает список доступных заданий, большинство из которых предназначены для исследователей 4-го уровня или выше. Но в конце концов находит задание 3-го уровня, которое кажется ему немного проще, и берет его, особо не раздумывая, и мы узнаем, что он выбрал спасательную миссию. Затем мы видим, как Крей выходит из ассоциации, а Грак наблюдает за ним, думая про себя, что Крей ничуть не изменился. Он рассказывает, что Крей, сам того не осознавая, выбрал одно из самых сложных заданий. Позже Крей узнает, что Арк не в штаб-квартире гильдии, и Тина сообщает ему, что Арк был вызван какими-то дворянами. Когда Крей оглядывается и замечает, что в помещении никого нет, Тина подходит к нему и показывает кольцо, которое он бросил накануне, и Крей понимает, что оно досталось ей. Тина с гордостью признается, что не хотела, чтобы кто-то другой завладел его кольцом, и нервно спрашивает, может ли она оставить его себе. И Крей говорит ей, что это всего лишь кольцо для стрельбы, так что она может оставить его себе. Затем Крей небрежно спрашивает, свободна ли она сейчас. Тина, ожидая свидания, радостно отвечает, что да. Но его радость тут же улетучивается, когда Крей протягивает ему задание, которое он получил от ассоциации, и Тина, нахмурившись, берет его. Крей спокойно достает свою волшебную серебряную цепь и приказывает ей вернуть Тина обратно. Через несколько мгновений серебро привозит Тина обратно к Крею, недовольного и расстроенного. Она явно расстроена и обвиняет Крея в том, что он играет с ее чувствами. Она думала, что он приглашает ее на свидание, а вместо этого он дает ей дурацкое задание. Она хотела просто пойти с ним поесть мороженого, а не заниматься этой ужасной миссией. Она жалуется, что это задание ужасно, и что она, как исследователь 4-го уровня, не сможет спасти 5 человек в одиночку. Крей сочувственно кивает, но Тина добавляет, что Крей отправляет ее на это задание для ее же блага. Крей, почесав затылок, начинает сомневаться, что задание действительно такое сложное, раз оно помечено как 3-е. Поняв, что Тина просто не хочет выполнять задание в одиночку, Крей решает отправить ее с 3 новичками – Рутой, Грегом и Гилбертом. Тина не в восторге от этого. Он все еще надеется, что Крей будет исследовать мир вместе с ним. Но, несмотря на ее ворчание, Крей надеется, что они справятся с заданием вместе. 6 лет назад, когда Крей и его команда впервые приехали в столицу, они направлялись в ассоциацию, чтобы официально зарегистрироваться в качестве охотников. Но как только они подошли к двери, Крей начал сомневаться. Люк сказал ему не думать об этом, тем более, что Крей сам настаивал на том, чтобы стать лучшими в столице. Но Крей не сомневается в силе своего друга. Он волнуется, потому что знает, что только все испортит. Люк сказал ему, чтобы он перестал валять дурака, и, не раздумывая, подошел к дверям, распахнул их и громко объявил, что он самый сильный фехтовальщик в мире. Алис тут же вбежала и закричала, что она самая сильная воровка в мире. С таким нелепым, пафосным появлением пути назад уже не было. Поэтому Крэг подходит к стойке регистрации, чтобы зарегистрировать группу, но в глубине души надеется, что они пожалеют о том, что выбрали его лидером. Когда его попросили придумать название для группы, он выбрал самое нелепое, что пришло ему в голову, и назвал их «Скорбящие души» без всякой причины. Сначала остальным участникам это не понравилось, они посчитали, что название мрачное и депрессивное. Но когда Крейг попытался использовать свое ужасное чувство юмора, чтобы отказаться от роли лидера, они вдруг передумали и сказали, что им нравится это название. Перенесемся в настоящее время, и Крейг созывает собрание, чтобы свалить на кого-нибудь свою работу. Грег все еще не может поверить, что Крейг на самом деле глава гильдии Скорбящие. Как бы безумно это ни звучало, Ки подтверждает, что это означает, что он еще и печально известный Тысячеликий, о котором все слышали. В ассоциации, когда охотник достигает определенного уровня славы и достижений, ему присваивают особый титул, превращая его в почти знаменитость. Ки получил титул Тысячеликого, но Гилберт отказывается в это верить, ведь Тысячеликий должен быть самым сильным человеком в столице. А Ки выглядит так, будто никогда не бывал в тренировочном зале. Тина тут же бросается на защиту Крея, утверждая, что Гилберт просто слишком слаб, чтобы понять силу Крея. Тем временем Крей стоит рядом, ничего не понимая, и гадает, о какой силе вообще идет речь. Он знает, что его называют соломинкой только потому, что друзья постоянно незаслуженно его хвалят.
Но в любом случае, он спрашивает, собирается ли Гилберт и остальные взяться за эту работу. Конечно, Гилберт отказывается, потому что он все еще не верит, что Крей сильнейший в городе. Грег пытается его заткнуть, опасаясь, что может случиться, если самый сильный человек в столице выйдет из себя. Но Гилберт, как всегда, ведет себя как придурок и сует пальцы Грегу в нос. Поскольку Гилберт явно не собирается сотрудничать, Крей пожимает плечами и обращается к Грегу. Грег с радостью соглашается на просьбу Крея, так что остается только Руда. Учитывая, что задание связано с волчьим логовом, Крей считает, что оно идеально подходит для Руды, ведь она уже планировала его выполнить. Руда не в восторге от компании, но соглашается. Крей рад это слышать и говорит Тина, что она может попросить кого угодно из клана помочь, если понадобится. Тина, чуть ли не умоляя, просит Крея присоединиться к команде, но он сразу же отказывает. Когда с Тина все улажено, Крей собирается уходить, но, конечно, Гилберт не может просто так это оставить. Расстроенный тем, что Крей игнорирует его, он вызывает Крея на дуэль. Если он проиграет, то присоединится к команде. Крей, который терпеть не может участвовать в дуэлях, быстро придумывает выход. Он соглашается на дуэль, но только если Тина будет сражаться вместо него. Тина более чем довольна таким раскладом, потому что она в ярости из-за того, что Гилберт посмел оскорбить и усомниться в ее мастерстве. Она также хочет продемонстрировать свои навыки и показать, насколько гибкой она может быть, и для этого выбирает впечатляющие ракурсы. Вчера Гилберт получил от Тина по лицу, но продолжает болтать, утверждая, что просто растерялся и что он ни за что не проиграет ей снова. И после того, как он победит Тина, он говорит, что придет за Край. Край, и без того раздраженная, совершенно не хочет сегодня ни с кем драться. Но Гилберт такой самоуверенный, что Край небрежно замечает, что Тина на том же уровне, что и он. Тина добавляет, что она ни за что не проиграет такому, как Гилберт, и в доказательство бросает свое оружие на землю, предлагая ему сразиться. Руда и Грег начинают нервничать, потому что Тина, конечно, сильна, но драться без оружия – плохая идея. Обычно Тина легко побеждает, потому что, несмотря на одинаковый уровень, она получила весь свой опыт, выполняя одиночные миссии, и у нее огромный опыт сражений с другими людьми. Поэтому она должна победить даже без оружия. Но у Гилберта есть меч из чистилища, который может склонить чашу весов в его пользу, если он правильно им воспользуется. Или, по крайней мере, мог бы, если бы он тоже не бросил свой меч, решив драться голыми руками. Это, конечно, было глупо, но Гилберт не терпит, когда на него смотрят свысока, поэтому настаивает на том, чтобы сражаться на равных. Теперь Тина еще больше уверена в своей победе, поэтому небрежно упоминает, что после того, как она надерет Гилберту задницу, они с Край сходят замороженным. Когда начинается бой, она бросается на него, целясь в лицо. Гилберт уклоняется от первого удара, но не успевает увернуться от следующего. Мощного пинка в лицо, от которого он отлетает, как и в прошлый раз. Кажется, что все кончено, но к его чести Гилберт поднимается и снова бросается в бой. Это не помогает, его почти сразу же снова валят на землю, но, по крайней мере, у парня есть характер. После некоторых усилий и тренировок Гилберту, наконец, удается вырваться из захвата Тина. Но, к несчастью для него, как только он вырывается, она сбивает его с ног точным ударом в затылок. Так что на этот раз он точно не поднимется. Тина празднует победу, благодарит Край за то, что он помог ей стать такой сильной, хотя Край на самом деле ничего не сделал, чтобы ее тренировать. Грег и Рута в шоке от силы Тина, а Гилберт просто не может смириться с тем, что кто-то может быть сильнее его. С того дня, как он впервые взял в руки меч, Гилберт всегда верил, что ему суждено стать охотником. Его тренировки позволяли ему с легкостью побеждать профессиональных мечников, и когда он наконец достиг возраста, чтобы зарегистрироваться как охотник, он отправился прямо в столицу и собрал небольшую группу, чтобы начать зачищать подземелья. До сих пор он ни разу не проигрывал. Хотя Тина и не любит его, она все равно уважает мастерство Гилберта, поэтому она предлагает ему взять меч и продолжить бой. Но Гилберт упрямо отказывается из-за своей гордости, и Тина разочарованно качает головой, зная, что такая глупая гордость, как у него, это билет в один конец к смерти. Как бы Гилберту ни было неприятно это признавать, Тина права. Если бы это была настоящая битва, он бы уже несколько раз погиб, поэтому ему приходится признать суровую реальность, что он не так силен, как думал. В этот момент вмешивается Крейг, небрежно замечая, что Гилберт, вероятно, ушел из своей предыдущей группы из-за разницы в силе. Гилберт поражен, потому что Крейг попал в точку. Крейг продолжает объяснять, что он сталкивался с подобными проблемами в своей группе, хотя и не ушел, даже если бы хотел. Гилберт неправильно понимает это, думая, что это значит, что Край полностью превосходит своих товарищей по команде, и что самая сильная группа в столице — скорбящая душа. Намного сильнее всех остальных. Это дает Гилберту совершенно новое понимание того, что значит быть самым сильным. Край замечает меч Гилберта и слегка ударяет по нему, просто чтобы посмотреть, на что тот способен. По его команде из меча тут же вырывается пламя, гораздо сильнее, чем когда-либо удавалось вызвать Гилберту. Гилберт поражен до глубины души, ведь он много лет владел этим мечом, но никогда не мог вызвать даже отдаленно похожее пламя. Не говоря уже о том, чтобы управлять им как Край одним легким движением, даже не держа меч в руке. В этом мире мана — это жизненная сила всего. Она повсюду, просто невидима для невооруженного глаза. Но в сокровищницах мана конденсируется в различные физические формы, превращаясь во все.
от причудливых кристаллов до редких артефактов. Логово Белого Волка – одно из таких сокровищ, где появляются окровавленные призраки волков. Естественно, Край рад, что отправил туда остальных, и ему не пришлось разбираться с этим самому. Ева, однако, сомневается в его решении. Разве это было умно, посылать таких неопытных охотников в логово волка? Край отмахивается, говоря, что это всего лишь хранилище 3-го уровня, а эти 4 довольно хороши для своего уровня. Кроме того, он просто должен поблагодарить Еву за информацию о Гилберте, потому что наблюдать, как Гилберт бесится, когда Край случайно угадывает что-то из его прошлого, было просто бесценно. Ева рада, что смогла помочь, но ей больше интересно, как Край справился с реликвией Гилберта, как будто это детская игра. Она хочет знать его секрет. Край пожимает плечами, говоря, что реликвия была довольно простой, и он может управлять ею сходу. Даже такой новичок, как Гилберт, может использовать ее после минимальной тренировки, так что Край не видит в этом ничего впечатляющего. Но, будучи коллекционером реликвий, он уже подумывает, не попросить ли Гилберта продать ему меч. Ева тут же пресекает эту идею. Край уже потратил огромную часть своего бюджета на сбор реликвий. У него и так огромная коллекция, так зачем ему еще одна? Глаза Края загораются, и он настаивает, что каждая реликвия уникальна, и хотя у него уже есть больше 20 колец с реликвиями, всегда найдется место для еще одной. Ева, понимая, что спорить бесполезно, вздыхает. Конечно, у Края хороший доход, но она не может позволить ему тратить все на свою одержимость. Видите ли, прибыль скорбящей души делится поровну между всеми членами, независимо от того, какой вклад они вносят. Так что даже если Край почти ничего не делает, он все равно получает солидную зарплату каждый месяц. И он вряд ли откажется от своей страсти к реликвиям в ближайшее время. Затем, когда одна из его реликвий нуждается в подзарядке, он пользуется возможностью и уходит от разговора. Он подходит к кому-нибудь из ассоциации и просит помочь зарядить реликвию магией, и они с радостью соглашаются, потому что Край всегда им помогает. Пока реликвия Крея заряжается, парень, который ему помогает, вскользь упоминает о призраке изгоя, который появился на северной дороге и полностью разгромил караван. Там было 3 охотника 3-го уровня, так что этот призрак должно быть очень силен. Сейчас рыцари 3-го ордена набирают команду для уничтожения призрака. По слухам, призрак был волком, и он появился недалеко от логова Белого Волка, то есть, скорее всего, пришел оттуда. Вероятно, там было массовое появление волков, так что в логове сейчас полно врагов. Любой, кому не повезет оказаться там, будет в опасности. Край пытается отмахнуться от своих опасений, говоря себе, что с командой Тина, скорее всего, все в порядке. Но потом люди вокруг начинают говорить о том, что монстры в логове Белого Волка в последнее время стали сильнее, и ассоциация даже повысила уровень угрозы. Хуже того, внутри хранилища пропала команда известного копейщика 5-го уровня. Так что команда 5-го уровня не смогла справиться с этим. У всех, кто ниже 5-го уровня, нет шансов. Край начинает серьезно волноваться и решает перепроверить задание, которое получил раньше. Только сейчас мы понимаем, что это была не просто случайная миссия, а задание по спасению копейщика Рудольфа и его команды 5-го уровня. Крей должен был прочитать описание задания, прежде чем отправлять Тина и остальных в эту смертельную ловушку, но теперь уже слишком поздно их отзывать. Люди, сидящие рядом с ним, замечают, что он чем-то обеспокоен, и спрашивают, все ли в порядке. Крей признается, что отправил Тина в логово Белого Волка. Они оба в ужасе, понимая, что Крей отправил игрока 4-го уровня в подземелье, из которого даже группа 5-го уровня не смогла бы выбраться. Вскоре Крей понял, насколько это опасно, и отправил ее туда в качестве тренировки. Потому что какой учитель отправил бы своего ученика на смертельно опасное задание, не проверив его сначала? Крей, чувствуя давление, внезапно встает и говорит, что ему нужно срочно кое-что сделать. Как только Крей оказывается в коридорах, у него начинается настоящая паническая атака. Он пытается успокоиться, думая, что Тина была довольно опытной и, возможно, справится с этим. А Гилберт почти так же силен, как она, по крайней мере, когда у него есть огненный меч. Но тут его осеняет. Он потратил всю энергию из меча во время своей маленькой демонстрации. Значит, если Гилберт не зарядил его после этого, меч бесполезен, как пресс-папье. Переключаемся на Тина и остальных, которые идут к логову Белого Волка. Еще не дойдя до него, они чувствуют приближение опасной ауры. Тина, однако, ожидала чего-то подобного. В конце концов, это Крей отправил ее на это задание, и у нее было предчувствие, что все может пойти не так. Поэтому она даже написала завещание на случай, если не вернется. Но она уверена, что не умрет. Она считает, что Крей все прекрасно спланировал. Она считает, что он тщательно подбирал каждого участника миссии, хотя Грег в это не верит. Он напоминает ей, что Край только вчера с ними познакомился. Гилберт соглашается, что это маловероятно, но в то же время не исключает, что Край уже проверил их всех, прежде чем они встретились. На самом деле, вся эта ситуация в пабе могла быть частью его плана. Хотя эта миссия не входила в их планы, Край уверен, что не стал бы отправлять их на верную смерть. К сожалению, именно это и сделала Кая, и Край очень переживает. Понимая, что отправил их в смертельную ловушку, он решает спасти их сам. Он врывается в свою потайную комнату и начинает собирать все реликвии, которые может унести. Тем временем Тина и остальные сталкиваются с призраком, вооруженным мечом и в доспехах, и удивляются, ведь они ожидали увидеть волка. Что касается Края, то, когда он уходит, Ева замечает его и, конечно, думает, что это было частью испытания для Тина.
Она считает, что он все спланировал так, чтобы Тина не подвергался реальной опасности, но, возможно, он немного волнуется, поэтому решил проверить, как у них дела. Она замечает, что он взял реликвию слизи Цитри, которая, кстати, запрещена по имперским законам. Но Край не знает, во что ввязывается, поэтому принимает все меры предосторожности. Он выходит на балкон и надевает реликвию с крыльями, чтобы добраться до логова Белого Волка как можно быстрее. Когда он взлетает, Злой наблюдает за ним, надеясь, что он не закончит так же, как последний парень, который использовал этот костюм, разбившись о стену. История снова переносится в прошлое, и мы видим, что прошла неделя с тех пор, как скорбящие души начали свою работу в столице Зебрудии. Люк стоит, ошеломленно глядя на свой сломанный деревянный меч. Как он мог сломаться? Но остальные в его группе совсем не удивлены. Они говорят, что это неудивительно, ведь он сражался с призраками. Один из них говорит, что никогда не думал, что столкнется с циклопом и сокровищницей 1-го уровня. Все соглашаются, что это был очень сильный призрак, и предполагают, что он был как минимум 4-го уровня. Затем появляется какой-то случайный охотник, который сомневается в их истории, но девушки небрежно показывают ему голову циклопа, которую они взяли в качестве доказательства. Он в шоке от увиденного, а Крий просто качает головой, думая, что именно поэтому он и просил их не брать с собой голову. Затем сцена переключается на Тина и его команду, которые только что победили монстра, похожего на волка, но они совершенно измотаны. Рута говорит, что это существо не похоже на то, с чем можно столкнуться в хранилище 3-го уровня, и все соглашаются, что это было слишком. Грег поворачивается к Гилберту и спрашивает, почему тот не использовал пламя из своего меча. Гилберт отвечает, что у него закончилась мана, потому что Крий использовал ее раньше, и теперь он не может ее восстановить. Рута предлагает им отступить, потому что ситуация не такая, как они думали, и люди, которых они должны были спасти, могут быть уже мертвы. Но Тина упрямо отказывается, говоря, что они еще даже не вошли в хранилище. Грег возражает, что выживание важнее любой миссии, но Тина спокойно объясняет, что он не прав. Они здесь не для того, чтобы собирать трупы. Она уверена, что эти люди все еще живы, и что они просто следуют плану охотника 8-го уровня. Она продолжает говорить, что даже то, что у меча чистилища закончилась мана, возможно, тоже часть большого плана Крайта, чтобы научить их не полагаться на реликвии. Затем они приближаются к сокровищнице и замечают внутри нескольких алых волков, одетых в доспехи и вооруженных. Они понимают, что волк, с которым они столкнулись раньше, был не просто случайным монстром. И это еще не все. Тима объясняет, что логово Белого Волка было построено для огромных серебряных лунных волков, которые здесь обитали. Она уверена, что из-за своих размеров волки не смогут свободно передвигаться внутри сокровищницы, и предлагает напасть на них. Но прежде чем она успевает что-то сделать, Гилберт, как всегда, бросается на монстров, думая, что сможет их победить, если просто обезоружит их. Тина качает головой, думая, что он идиот, но Гилберт, конечно же, настаивает, что меч чистилища сильнее любого обычного оружия, даже без маны. Тина, однако, говорит ему прекратить вести себя безрассудно, потому что она лидер, и ее задача — вернуть всех живыми. Она уверена, что ее хозяин проверяет ее лидерские качества, и привести команду домой в целости и сохранности — это минимум, чтобы пройти испытание. Тина объясняет свой план. Она и Руда, как самые быстрые, отвлекут внимание волков, а остальные нападут сзади. Она говорит, что когда они подойдут ближе, дальнобойное оружие волков будет бесполезно. Она ясно дает понять, что жертв не будет, и она не позволит никому стать щитом. Тем временем Клайв несется к ним, думая только о том, чтобы Тина выжила до его прихода. Ему все равно, что ее товарищам по команде придется прикрывать ее собой. Главное, чтобы она была жива. Вернувшись в хранилище, Тина и ее команда следуют ее плану и, приложив немало усилий, побеждают всех волков. Но Тина устало думает, что это задание совершенно бессмысленно. Когда они переводят дух, появляются новые призраки. Тина на мгновение задумывается о своей команде. Она признает, что в целом состав команды неплохой. Грег отлично ладит со всеми благодаря своему опыту, Гилберт, может и болтун, но он сильный, а Руда ничем не выделяется, но ее навыки обнаружения врагов на высоте. На самом деле, именно благодаря Руде Тина смогла сосредоточиться на сражении. Затем, когда они сражаются с новой волной монстров, Тина думает, что ее учитель, должно быть, продумал каждую мелочь, и он, словно бог, настолько идеален его план. Пока они сражаются, Гилберт вспоминает своих старых товарищей по команде. Он понимает, что слишком сильно давил на них, разочарованный тем, что они не могли угнаться за ним. Он знал, что они старались изо всех сил, но разрыв между их способностями только увеличивался. Поэтому он в конце концов покинул команду. Теперь, когда он это понял, он понимает, почему они были в таком отчаянии. Он осознает, что никогда не принимал во внимание их чувства, и это его задевает. Он и представить себе не мог, что сражаться в команде на равных может быть так здорово. С этой мыслью они побеждают монстров и заходят в большую комнату. Тина вдруг чувствует чье-то присутствие впереди. Она уверена, что это босс, и он очень силен. Грег тут же предлагает бежать, но Тина невозмутимо отвечает, что они уже зашли так далеко и ни разу не пострадали. Так почему бы не одолеть босса? Грег сомневается, и Тина говорит, что безопасные задания не помогают развиваться, но она признает, что осторожность тоже нужна, но иногда нужно просто плыть по течению. Грег, подумав, соглашается с ней. Затем он объясняет, что когда охотник достигает 4-го уровня, он может зарабатывать на жизнь, просто проходя подземелья, которые ему по силам.
Он признается, что каждый раз, когда думал, что битва проиграна, он избегал ее, и что это было инстинктивное решение, потому что он видел, как погибают его товарищи. Тина уверена, что Грег присоединился к первым шагам, потому что хотел изменить свое мышление, и она считает, что именно поэтому ее учитель взял его в эту команду. Грег сомневается, но Тина уверяет его, что ее учитель не выбрал бы кого-то, в кого не верил. Она объясняет, что целью ее учителя было спасти их всех, и что он действует как бог. Она уверена, что эта группа не случайно оказалась вместе. Все было просчитано им. Руда все еще сомневается и спрашивает, почему он выбрал именно ее. Тина после небольшой паузы шутит, что, возможно, из-за ее большой груди. И, не останавливаясь, она продолжает идти вперед, оставляя Руду в замешательстве и смущении, и спрашивает, что она имела в виду. Затем мы видим, как Клай летит над лесом возле подземелья, и, конечно, Тина нигде не видно. Он ворчит, что эта реликвия слишком быстрая, и спрашивает, кто, черт возьми, мог сделать что-то без тормозов. Он врывается в хранилище, врезаясь в стены, как сумасшедший, и влетает внутрь. Тем временем Тина и команда сталкиваются с боссом хранилища, огромным белым волком. Он бросается на них, но им удается увернуться, и все думают об одном – эта тварь слишком сильна. Затем Тина замечает, что на боссе нет шлема, и понимает, что его голова, возможно, и есть слабое место. Решив преодолеть это испытание, устроенное ее учителем, она продолжает. Гилберт делает шаг вперед и блокирует следующую атаку монстра, а Грег бросается вперед, но отлетает назад от силы зверя. Тина, быстро сориентировавшись, использует свою ловкость, чтобы сократить расстояние, уворачиваясь от каждого удара, который наносит ей волк. Руга наблюдает за Тиной, и она впечатлена, потому что в Тине нет ни капли страха. Затем монстр переключает внимание на Грега, и его меч ломается, когда он пытается блокировать удар. Зверь нападает на Тина, но она пользуется моментом, забирается на его оружие и наносит последний удар, чтобы победить его. Но как только они переводят дух, они замечают, что фантом ранил Тина в ногу. Руга подбегает к ней, спрашивая, все ли с ней в порядке, но Тина отмахивается, говоря, что у нее есть зелье, и быстро исцеляет себя. Затем мы видим, что Грег расстроен из-за сломанного меча, но Гилберт резко говорит ему, что он должен быть благодарен, что все еще жив. Грег вздыхает и соглашается, говоря, что теперь им нужно найти пропавших людей, и Тина кивает и протягивает ему меч босса, которого они только что победили. Внезапно на них нападают 4 монстра, похожих на волка, с которым они только что сражались. Они не могут поверить, что на них напали сразу 4. Тина чувствует, что ситуация выходит из-под контроля и думает, что это слишком даже для них. Она задается вопросом, о чем думал ее учитель, когда отправил их сюда. Гилберт, явно встревоженный, спрашивает, что им делать дальше, и Тина быстро говорит, что нужно отступить в узкий проход справа, потому что монстры слишком большие, чтобы там развернуться. Но прежде чем они успевают это сделать, монстры замечают их и перекрывают путь к отступлению, разгадав их план. Гилберт и Грег предлагают стать приманкой, чтобы девушки смогли убежать. Руда сомневается, не зная, хорошая ли эта идея. Но Грег настаивает, что это лучше, чем погибнуть всем. И Тина, понимая, что выхода нет, спрашивает себя, неужели это действительно лучший вариант? Погрузившись в свои мысли, она вспоминает своего учителя и вдруг кое-что вспоминает. Она говорит всем, что сегодня никто не будет принесен в жертву, и приказывает целиться монстрам в глаза. Гилберт и остальные бросаются в бой, чтобы дать ей возможность сделать выстрел. Тина вспоминает тренировки, которые она проходила с кольцом, которое дал ей учитель, и решительно использует тот же прием, чтобы выбить монстру глаз, ослепив его на время. Гилберт, видя, что у него есть шанс, бросается вперед, но монстр отбрасывает его к стене, и он сильно ударяется. Несмотря на боль, он извиняется за то, что поторопился, но Тина уверяет его, что он все сделал правильно. Когда их окружают 4 кошмарных монстра, они понимают, что могут не выбраться отсюда. И тут, откуда ни возьмись, Кай врезается в одного из монстров, наконец-то прекращая свою безумную гонку, и Тина не может скрыть облегчение, увидев его. Грег замечает, что монстры испугались Кая. Но тот монстр, в которого врезался Кай, осмелев, бросается в атаку, но одно из колец Кая защищает его. Монстр явно шокирован, когда его атака не приносит результата, и Кай небрежно заявляет, что у него 17 жизней. Затем, не теряя времени, он использует другое кольцо, чтобы выпустить разрушительную волну, и все замирают, пораженные его безумной силой. Тем временем Крейг, пораженный силой этих существ, задается вопросом, что это за монстры и на каком уровне находится это хранилище. Несмотря на его атаку, монстр поднимается, и остальные замирают от удивления. Но Кай в шоке. Он знает, что его кольца для стрельбы — это просто показуха, но не особо сильные. Взглянув на оружие, которое было у монстров, он с облегчением понимает, что на этот раз взял с собой 17 защитных колец. Но ему уже плевать на миссию по спасению. Он просто хочет домой, но, к сожалению, монстры не дают ему такой возможности. Они готовятся к атаке, ему ничего не остается, кроме как использовать ожерелье, которое он носит. Крейг пьет из ожерелья, подбрасывает его в воздух и стреляет из кольца, создавая облако дыма. Затем он приказывает всем бежать, пока у них есть укрытие. Когда они убегают, группа понимает, что они двигаются слишком медленно. Рута думает, что Кай бежит так быстро, чтобы не навредить Тина, но вскоре мы узнаем правду. Это максимальная скорость, на которую способен Кай. Пока они убегают, Тина вспоминает доброту своего хозяина, вспоминая их первую встречу.
Тогда над ней издевались какие-то грубые мужчины, и именно скорбящие души спасли ее. Она спросила, как их зовут, и с тех пор твердо решила присоединиться к ним. Когда им наконец удалось сбежать от монстров, группа благодарит скорбящих душ за спасение. Только тогда Клай замечает, что Тина ранена, и извиняется за то, что отправил их на такое опасное задание. Тина успокаивает его, говоря, что это пустяки, и Клай хвалит ее за то, что она справилась, несмотря на обстоятельства, и его комплимент делает ее по-настоящему счастливой. Затем Клай достает реликвию и использует ее, чтобы полностью исцелить Тина и Гилберта. И Гилберт, к своему удивлению, не может поверить, что Клай использует реликвию только для исцеления. Клай в своей обычной грубой манере думает, что он использует реликвии почти для всего. Грег, все еще переваривая услышанное, спрашивает, победил ли Клай монстров. Клай признается, что не победил, и объясняет, что в тот момент лучшим вариантом было убежать, и просит их не зацикливаться на этом и следовать за ним. Пока они идут, Клай понимает, что понятия не имеет, где они находятся и где выход, и молча задается вопросом, что же ему теперь делать. Затем история возвращается на 6 лет назад, когда Люк и остальные впервые увидели коллекцию реликвий Клая. Они поражены этим зрелищем, и Лиз просит Клая выбрать одну для нее. Клай небрежно упоминает, что обещал это сделать, и Люк, не желая оставаться в стороне, протестует, что это несправедливо, и просит Клая выбрать реликвии и для него тоже. Вскоре все в отряде начинают просить о том же. Затем один из членов отряда с любопытством указывает на реликвию и спрашивает о ней. Кай объясняет, что это волшебный мешок, в котором может поместиться больше вещей, чем кажется. Девушка впечатлена и понимает, что мешок искажает пространство, и думает, что это редкий и ценный предмет. Но Край быстро охлаждает ее пыл, говоря, что в нем можно хранить только шоколадки, и это быстро меняет ее настрой. Тем временем Лиз надевает браслет из реликвий и восхищается, какой он милый. Но через несколько секунд она спотыкается и не может подняться. Край объясняет, что это кольцо-лабиринт, которое полностью сбивает человека с толку. Лиз, расстроенная, лежит на земле, а Край продолжает, небрежно добавляя, что большинство людей, которые его надевают, в итоге разрывают себе тело из-за дезориентации. И то, что Лиз все еще цела, просто поразительно. Затем Люк берет на вид зловещий меч, явно завороженный его видом. Край пытается предупредить его, говоря, что это проклятый клинок, но Люк уже не слушает. В тот момент, когда он прикасается к нему, он впадает в безумие. Его отряд пытается удержать его, а коллекция реликвий Края в итоге вызывает полный хаос. В конце концов выясняется, что эти реликвии позже превратились в тренировочное снаряжение для Люка и Лиз. Затем история возвращается в настоящее, где Кай тихо сходит с ума. Он знает, что Тина и Руда воры, и очень хочет, чтобы они занимались разведкой или чем-то полезным. Вместо этого они, кажется, полностью доверяют Краю, который знает дорогу, хотя он понятия не имеет, куда идет. Тут вмешивается Гилберт, полный восхищения, уверенный, что у великого Крея все под контролем. Но ему кажется, что они ходят кругами. Наконец он спрашивает Крея, идут ли они к выходу, но Крей не успевает даже ответить, как Тина уверенно заявляет, что эта дорога точно не ведет к выходу. Она примерно представляет себе план логова по карте, которую видела, и хотя они идут не туда, она предполагает, что у Крея есть какой-то план. Рута, конечно, соглашается, но хотела бы, чтобы Крей хотя бы сказал им, куда они идут, но Крей по-прежнему молчит. В конце концов они натыкаются на развилку, и Крей, все еще не зная, куда идти, наугад выбирает дорогу. К всеобщему удивлению, он чудесным образом приводит их прямо к раненым охотникам, которых они должны были спасти. Крей, конечно, понятия не имеет, как ему это удалось, но поскольку остальные уже идут на помощь, он подыгрывает. Наблюдая, как они ухаживают за ранеными, Крей искренне удивляется, что Тина их заметила, потому что он, черт возьми, точно не заметил. Лидер группы раненых Рудольф благодарит Тина за спасение. Но, как обычно, Тина приписывает все заслуги Крию, говоря, что без него они бы не справились. Край, чувствуя давление, пытается объяснить, что он просто догадывался и не заслуживает похвалы, но ему никто не верит, и все думают, что он скромничает. Тем временем Руда раздает зелье, чтобы помочь охотникам восстановиться, но они все равно быстро теряют силы, потому что давно ничего не ели. Тогда Край вспоминает, что он сделал единственное умное, что пришло ему в голову. Позвонил в свою волшебную шоколадную сумку. С бесконечным запасом шоколада внутри он решил, что это идеальное решение. Затем Рик поворачивается к Рудольфу и говорит, что рад, что тот выжил. Потому что, когда он услышал, что группа 5 уровня пропала в этом подземелье, он испугался худшего. Но Рудольф мрачно отвечает, что они едва выжили. Гилберт настроен скептически и не верит в это. Конечно, волки были сильными, но группа 5 уровня не должна была проиграть таким монстрам. Но Рудольф говорил не о волках, а о настоящей угрозе, которая была гораздо страшнее, маленьком призраке, покрытом костями, который уничтожил их группу. Что бы это ни было, это воплощение ненависти. Оно полностью контролирует подземелье, вероятно, это проклятие Серебряной Луны, которое преследует это место. Оно воплощает в себе ненависть каждого убитого здесь монстра, и со временем его сила росла, пока не превратилась в настоящий кошмар. Рудольф и его команда не новички, они одни из самых сильных. Но все они были беспомощны перед этим чудовищем.
Рудольф даже сравнил призрака с тысячелезвийным членом сокрушительных душ, который считается самым сильным мечником столицы. Тысячелезвийный — гений, который овладел всеми традиционными техниками, а затем создал свои собственные. Он может победить врагов десятками и делает это деревянным мечом. Люка тоже не стоит недооценивать, так что Крей считает, что сравнивать с ним призрака — это преувеличение. Если бы что-то подобное существовало, Люк бы уже его поймал. Крей все еще думает, что этот монстр уничтожил отряд 5-го уровня, и не уверен, что Тина и ее группа справятся с ним. На самом деле он уже жалеет, что не поручил эту работу Арку, тогда ему не пришлось бы разбираться с этим беспорядком. Рудольф продолжает объяснять, что монстр играл с ними во время их последней встречи. Он не убил их сразу, но Рудольф уверен, что если они снова столкнутся с ним, то в следующий раз монстр не будет таким милосердным и прикончит их. Рута поворачивается к Крису и спрашивает, что им теперь делать, но Крис в панике смотрит в пустоту, не зная, что делать. Наконец он что-то придумывает. Он говорит Руде, что им нужно сосредоточиться на том, чтобы вывести раненых в безопасное место, и что сейчас главное — выбраться из хранилища. Кроме того, поскольку это была миссия Тина, он говорит ей, что теперь она главная. Тио смущенно настаивает, что она не заслуживает быть лидером, когда рядом такой легендарный человек, как Крис. Но Крей не хочет быть лидером, потому что не хочет брать на себя ответственность. В конце концов, Тина неохотно соглашается стать главной и повторяет план Крея идти к выходу. Благодаря Крису, который вылечил ее ногу, они должны успеть вовремя, но Крис напоминает ей, чтобы она не бежала слишком быстро, потому что раненые не смогут за ней угнаться. Он говорит это больше для себя, потому что знает, что не сможет бежать так же быстро, как Тина. Пока они пробираются по подземелью, Тина говорит, что они уже близко к выходу. И пока им везет, потому что они не встретили призрака. Но на всякий случай Рудольф встает впереди и обещает защищать всех как щит. Тут появляется призрак, давая остальным время на побег. Тина быстро успокаивает его, говоря, что в этом нет необходимости, потому что она уверена, что все выберутся, пока с ними К. Но Кри не чувствует такой уверенности. На самом деле он уже мысленно готовится схватить Тина и бросить остальных, если появится призрак. Но пока он старается сохранять оптимизм, потому что у него осталось 5 защитных колец, так что он сможет продержаться какое-то время, если начнется бой. Но это все потому, что его кольца для стрельбы не работают, и он потерял единственную реликвию в виде меча, когда летел сюда, так что сохранять оптимизм сейчас довольно сложно. В этот момент все чувствуют приближение чего-то зловещего и встают в боевую стойку. Крей встает перед Тина, готовый защищать ее. У него нет атакующих реликвий, но он готов броситься на что угодно, даже если придется врезаться в человека в костюме-крыле. Атмосфера накаляется, когда призрак приближается, и всех парализует страх, потому что они понимают, что у них нет шансов против этого существа. Но страх Тина усиливается, когда она замечает за призраком кое-что еще более ужасающее, и ее охватывает чувство обреченности. Она начинает умолять Крея о помощи. Крей узнает вторую фигуру, но больше удивлен, чем напуган, не понимая, зачем она здесь. Внезапно появляется вторая фигура и одним ударом уничтожает фантома. Увидев такую мощь, Крей уже не сомневается, что это Лис. Она подходит к плачущей Тина и, чтобы убедиться, спрашивает, все ли в порядке, что она ударила фантома о стену. Тина признается, что не понимает, что происходит. Но Крей все еще в шоке и говорит, что ей не о чем беспокоиться. Лис, успокоившись, говорит, что по пути сюда нашла одну из реликвий Крея, лежащую на земле. Руда и Грег сразу узнают Лис, но Рудольф никогда о ней не слышал. Лис прищуривается, потому что не может поверить, что есть охотники, которые не знают о скорбящих душах. Она уже была на взводе, когда бежала домой, чтобы увидеть Крея, но ей сказали, что он отправился в это хранилище. Сначала она подумала, что Крей просто слишком осторожен, и была уверена, что Тина справится с этой миссией сама. Так что представьте ее разочарование, когда она приходит и видит, что Тина с треском проваливает задание, которое должно было быть легким. Гилберт, пытаясь защитить Тина, говорит, что она не сделала ничего плохого, но Лис не слушает и, не раздумывая, ударяет его о стену, убивая одним ударом. Больше не отвлекаясь, Лис обрушивает свой гнев на Тина, ругая ее за то, что она такая неумеха после всех тренировок, через которые прошла. Тина начинает умолять о прощении, и Тина едва сдерживается, потому что Лис действительно злится на нее. Пока Лис продолжает кричать, фантом приходит в себя после жестокого удара Грега, и они с Рудой отчаянно пытаются исцелить Гилберта, который лежит без сознания. Тина не хочет, чтобы с ним случилось то же самое, и пытается успокоить Лис. Он напоминает ей, что Тина не заслуживает такого гнева, ведь он отправил ее спасать охотников, и она действительно выполнила свою миссию. Поэтому называть ее некомпетентной несправедливо, особенно учитывая, как хорошо она справилась со всем. Как только Лис слышит это от Клая, ее гнев утихает, и она поворачивается к нему. Она спрашивает, правда ли Тина хорошо справился. Клай уверяет ее, что Тина действительно впечатлил его.
Он также поздравляет Лиз с тем, что она наконец научилась сдерживаться. Лиз, сияя от похвалы, признается, что до сих пор не понимает, зачем нужно сдерживаться. Но поскольку Клай продолжал ее пилить, она в конце концов научилась бить не в полную силу. Клай рад, что она послушалась, хотя и говорит, что ей нужно еще немного потренироваться. В конце концов, Гилберт в критическом состоянии из-за ее так называемого предупредительного выстрела. Тина снова извиняется за причиненные неприятности, но Лиз, успокоившись, уверяет ее, что у Тины есть потенциал. Но ей придется работать вдвое усерднее, чтобы компенсировать недостаток грубой силы. Тем временем Фантом объединяется с одним из боссов волков и готовится к новой атаке. Остальные члены группы бегут прочь, но Лиз просто выглядит раздраженной. У монстра хватает наглости вытащить автомат, как будто это должно ее напугать. Она небрежно поднимает маску, и когда волк открывает огонь, Лиз даже не вздрагивает. Пули летят так медленно, что кажется, будто они движутся в замедленной съемке. А когда у волка заканчиваются патроны, Лиз все еще стоит на месте, целая и невредимая. Мало того, она даже успевает подобрать несколько пуль. И у нее даже есть время разложить их в аккуратный узор. Лиз, может, и успокоилась, но узнав, что Тина боролся с монстром с помощью пистолета, она еще больше разозлилась. Лиз научилась уворачиваться от пуль еще в 10 лет, так что когда в нее целится монстр с пистолетом, это просто оскорбительно. Она собирается показать, насколько это нелепо. Сделав грациозное сальто, она наносит сокрушительный удар, разрубая гигантского волка пополам, отчего тот взрывается. Для Лиз это было совсем несложно, поэтому она не понимает, почему Тина не сделал то же самое давным-давно. Пока Лиз продолжает читать нотации, Фантом достает меч и бросается на нее. Но Лиз невозмутимо считает, что это должна была быть еще одна легкая победа для Тина. Поэтому она ловит меч Фантома двумя пальцами, подбрасывает его в воздух и наносит серию ударов, отчитывая Тина за то, что он слишком слаб, чтобы справиться с таким жалким противником. Тина плачет, и Крею становится ее жаль. Но, честно говоря, это обычное дело для жестких методов обучения Лиз. В конце концов, Лиз – самый быстрый охотник в мире, и ее невероятная скорость принесла ей прозвище «Задушенная тень». Когда все успокоится, Тина, Грег, Руда и Гилберт снова соберутся в гильдии. Гилберт объявляет, что хочет отказаться от своего огненного меча, потому что понял, что слишком сильно на него полагался. И теперь планирует тренировать свое тело с нуля, пока не научится ловить пули как Лиз. Остальные не верят, что у него получится, но если он серьезно настроен стать таким же, как Лиз, Тина считает, что ему нужно знать кое-что о масках, которые они носят. Все думают, что Крей спланировал это, чтобы отточить навыки своей команды. Но правда в том, что когда Кай заказал маски для скорбящих 6 лет назад, он забыл сделать прорези для глаз. Так что да, все в команде сражались вслепую все это время. Вернемся в настоящее. Крис ищет Слиз Цири, но нигде не может ее найти, поэтому он решает просто забыть об этом. Хотя это легче сказать, чем сделать, потому что он вспоминает, как год назад умная и эксцентричная алхимик Цири с уровнем сертификации 2 оставила Слиз на его попечении. Уверенная, что с ним она будет в безопасности. Цири известна как гениальный изобретатель и член Имперского научного института. В прошлом ее даже называли самым выдающимся алхимиком с прозвищем «Свободная». Крис вспоминает, что ее гениальность часто приводила его в такие же неловкие и опасные ситуации, как эта, и он помнит, что назвал Слизь Цири Слизью Цири. Затем он вспоминает, как они в детстве баловались со слизью. И однажды, когда он решил ради шутки выпустить слизь, Цитри остановил его, сказав, что это опасно и может разрушить всю столицу. Край, конечно, подумал, что это не просто опасно. Цитри попросил его быть очень осторожным со слизью, и Край согласился. Прошло время, и он до сих пор пытается найти слизь, хотя в глубине души хочет просто забыть о ней. Не найдя ее, Край устает и садится на кровать, пытаясь спокойно обдумать ситуацию. Он вспоминает, как открыл капсулу в логове Белого Волка и обнаружил, что она пуста. Он уверен, что надежно запер слизь, так как же она могла сбежать? Может быть, это просто розыгрыш Цитри, и он пытается посмеяться над этим. Но в глубине души он понимает, что больше не хочет иметь дело с этим кошмаром. Тем временем в логове Белого Волка группа искателей приключений сражается с монстрами, которые намного сильнее, чем ожидалось. Одна из женщин говорит, что этот квест оказался сложнее, чем они думали. Ее спутница соглашается, но подчеркивает, что важно исследовать сокровищницу, это важно для страны. Он вспоминает, что в этом также замешаны 100. Креу, как обычно, небрежно просит передать это Тина, ведь она была лидером той миссии. Ева, желая разобраться сама, но не имея такой возможности, объясняет, что Тина сейчас занят тренировками с Лиз.
Крео явно не в настроении меняет тему, спрашивая Еву, есть ли какие-то новости из столицы Империи. Ева, явно смутившись, спрашивает, что он имеет в виду под новостями. Крео, отмахнувшись, говорит, что скорее всего ничего не произошло, и это хорошо, если ничего не происходит. Ева, теперь уже с подозрением, говорит, что все равно проверит, думая, что Крео намекает на что-то более серьезное. Но Крео отмахивается, говоря, что это просто его воображение. Затем он решает пойти проверить Тина, а Ева сообщает ему, что тренируется на втором подземном уровне. Когда Крео уходит, Ева убеждается, что замечание Крео было не таким невинным, как он пытался показать. Она знает, что у него была странная способность предсказывать стихийные бедствия, такие как землетрясения и аномалии в хранилищах сокровищ. Но она не знает, что предсказания Крео могли быть вызваны тем, что он сам был причиной некоторых из этих бедствий. Крео приходит на второй подземный уровень. Несколько охотников собрались у тренировочного зала, явно ожидая своей очереди. Среди них Свен Энгер, охотник 6-го уровня, который сразу же просит Крео положить конец безумию Лиз. Очевидно, Лиз захватила тренировочную площадку, и никто другой не может ею пользоваться. Крео в шутку отвечает, что охота на монстров — это не его дело, но Свен отчаянно говорит ему, что он единственный, кто может остановить ее прямо сейчас. Потому что Ансем и Люсия сейчас на задании. Скрей не может понять, зачем Лиз вообще вернулась, и Крэг невозмутимо объясняет, что она обезвредила все ловушки, добралась до комнаты босса, заскучала и вернулась. Скрей не может поверить, что Лиз стала скучно в сокровищнице 8-го уровня, и недоверчиво бормочет, что у горевестников, наверное, стальные нервы. Но он быстро возвращается к реальности и предупреждает Крэга, что если они не остановят Лиз, Тина умрет. Но Крэг в своей обычной непринужденной манере не верит, что все так серьезно, и думает, что люди не умирают так просто. Но когда он открывает дверь, то видит Тина, лежащего на полу без сознания. Лиз стоит над ним и насмехается, спрашивая, неужели это все, на что он способен. Тина не двигается, и Лиз решает покончить с ним, но вмешивается Крэг и останавливает ее. Она поворачивается к нему, немного раздраженная, и спрашивает, в чем проблема, потому что она тренирует Тина. И она удивлена, насколько он слаб, утверждая, что в его возрасте она была намного сильнее. Крэг знает, что Лиз взвинчена, но мягко говорит ей, что Тина достиг своего предела и пора заканчивать, и Лиз, к его удивлению, без возражений соглашается. Но тут Тина хватает Лиз за ногу и говорит, что она может продолжать, и Лиз с усмешкой говорит, что Крэг просто невероятен, раз заставил Тина встать и возобновляет тренировку с Тина. Кай выходит из комнаты, извиняясь перед охотниками, которые ждут снаружи, и объясняет, что Лиз не станет его слушать, когда она в таком настроении. Сен пожимает плечами и говорит, что ничего не поделаешь, и замечает, что Край, должно быть, сильно давит на Тина, раз он так настаивает. Кай пытается возразить, но Свен отмахивается, не желая слушать объяснений, так что Кай замолкает и садится рядом со Свеном, чтобы поговорить. Свен рассказывает ему последние новости. Северный путь перекрыт из-за появления нескольких фантомов, и ситуация до сих пор расследуется. Хуже того, рыцари, которые отправились проверить, что происходит, были убиты. Кай вспоминает, что слышал о фантомах, напавших на путешественника в логове Белого Волка, и думает, что с этим хранилищем сокровищ что-то не так. Поэтому задается вопросом, не поэтому ли Гарк позвал его. Затем он вспоминает об Арке, жалея, что того нет рядом, чтобы разобраться с этим, потому что с Арком все всегда шло гладко. И в конце концов Кай решает потянуть время, пока не вернется Арк. Заметив, что Кай спокоен, Стон говорит, что он выглядит расслабленным, несмотря на хаос. Кай, мысленно пожав плечами, думает, что это потому, что вся эта ситуация на самом деле его не касается. Затем он решает, что если отправит обсидиановый крест Гарку, то это будет его проблемой. И предлагает Свину и его команде взять задание от ассоциации, раз уж они все равно не могут пользоваться тренировочной комнатой. И добавляет, что пока они этим заняты, пусть Гарк знает, что он занят и не может ответить на вызов. Затем Крей уходит, а член группы Свена бормочет, что он понятия не имеет, что происходит в голове Крея. Он считает, что Крей просто живет легкой жизнью, слоняясь по клану, в то время как все остальные надрывают спины, исследуя хранилище сокровищ. Сен, явно уставший от нытья новичка, объясняет, что Крей всегда был таким, и именно так работает клан. Он добавляет, что хотя сейчас это может показаться непонятным новичку, Крей — настоящий монстр, скрывающийся за этим беззаботным отношением. Поэтому Свен предупреждает своего невежественного товарища по вечеринке перестать принимать все за чистую монету и обратить более пристальное внимание на то, что говорит Христос, потому что под поверхностью всегда скрывается нечто большее. И новичок наконец понимает, о чем идет речь. Тем временем Гарк пытается осознать тот факт, что в логове Белого Волка и в прилегающих районах ничего не изменилось, поэтому он задается вопросом, что же, черт возьми, пошло не так в этом хранилище сокровищ. Он почти уверен, что это дело рук человека, и считает, что ему нужно поговорить об этом, чтобы поплакать. Но прежде чем он успевает заговорить, его ассистентка Кана напоминает ему, что обсидиановый крест уже отправил сообщение о том, что Крей занят и не может прийти. Гарк на это не купился, говорит, что ему просто придется самому встретиться с Кеем, убежденный, что у Крея есть какая-то информация. Затем Кана смущенно спрашивает, почему Гарп так думает, и Гарп указывает, что Кей в последнее время не часто посещал хранилище сокровищ. Но по какой-то причине он совершил специальную поездку на этот раз.
Уже одно это говорит о том, что что-то не так. Где-то в другом месте, в каком-то сомнительном учреждении, группа исследователей находится в состоянии полной паники. Их ведущие ученые не могут поверить, что в это ввязался охотник высокого уровня. Он знает, что это лишь вопрос времени, когда ассоциация поймет, что они задумали, но что еще хуже, они осознают, что 1000 трюков гораздо опаснее, чем они думали. Оказывается, эта сомнительная группа называет себя магическим обществом башни кашек, и именно они стоят за всеми странными событиями, происходящими в последнее время. Они жалуются, что охотники неумолимы, и знают, что охотники не отступят, пока не выяснят причину аномалий. Лидер, пытаясь успокоить команду, объясняет, что их конечная цель — разработать способ создавать хранилища с сокровищами по желанию, и как только их исследования увенчаются успехом, они смогут создавать бесконечные хранилища с сокровищами. Затем один из подчиненных предлагает им пока покинуть это место, удивляясь, что их товарищ по команде София уехала в отпуск, а все разваливается. Однако лидера это не беспокоит, потому что именно он разрешил ей взять отпуск, и он уверяет их, что она вышла на связь с помощью камня для общения и сказала, что скоро вернется. И он уверен, что когда София вернется, все уладится, поэтому приказывает команде пока сосредоточиться на сборе информации. Позже мы видим, как Цитри снится кошмар о том, как его слизь разрушает столицу, и он просыпается с криком, будто за ним гонится сама смерть. Успокоившись, что это был всего лишь сон, он оглядывается и видит Лиз, которая тоже проснулась от его крика. Видимо, у нее есть привычка пробираться к нему в постель, и это объясняет, почему ему было так жарко, потому что Лиз всегда горячая. Затем она спрашивает, свободен ли Си сегодня, надеясь провести с ним день. Крей растерялся и подумал, что, может быть, Лиз тренирует Тина, а не его, но Лиз отмахнулась, сказав, что она просто отдыхает. Кей согласился, он все еще был под впечатлением от кошмара, который ему приснился. Позже Гарк пришел в штаб-квартиру отпечатка, чтобы найти Крея, но увидел, что Крей и Лиз собираются уходить. Он попытался их остановить, но Лиз огрызнулась, сказав, что Крей сегодня занят. Гарк удивился и напомнил, что он просил их докладывать ему каждый раз, когда они зачищают хранилище выше 7-го уровня. Но Лиз не стала его слушать, велела ему заткнуться и обвинила команду в том, что они слишком полагаются на Кай, и что им пора научиться самим разбираться с проблемами. Она разозлилась и отчитала Гарка за то, что он испортил ее планы с Креем. Пока Гарк и Лиз ссорились, как дети, Крей воспользовался моментом, чтобы поговорить с Каной наедине. Она сообщила ему, что с венами все в порядке, и спросила, заметил ли он что-нибудь странное в логове Белого Волка. Крей признался, что нет, но случайно проговорился, что его беспокоит кое-что другое. Кана потребовала подробностей, но он отмахнулся, сказав, что не может ей рассказать, потому что кто-нибудь может подслушать. Он вспомнил о слизняке, но это был секрет, которым он не хотел делиться. Вместо этого он посоветовал ей попросить помощи у Арка, решив, что Арк может помочь. Тем временем Лиз и Гар все еще ругались. Лиз насмехалась над Гарком, говоря, что он постарел и ослаб, и это вывело его из себя, и он начал драться всерьез. Крей объяснил, что Гарк был охотником 7-го уровня, пока эти двое идиотов не разрушили все здание. Он говорит Гарку, что уже все обсудил с Каной, но Гарк, конечно, слишком упрям, чтобы просто так сдаться. Он уже готов снова взорваться, но тут понимает, что Лиз уже ушла и стоит рядом с Кай. Гарк в замешательстве не понимает, как ей это удалось, но в конце концов он успокаивается и ворчит, что ему, наверное, нужно привести себя в форму, а потом уходит с Каной. Вскоре после этого заходит Ил, который в ужасе от того, что здание разгромлено. Позже Лиз и Кай на свидании, и Лиз, все еще думая о недавней ссоре, говорит, что Гарк слабеет. Крей не согласен, говоря, что глупо сравнивать себя с другими. Она смеется и говорит, что он и 2 секунд не продержался бы в сокровищнице 8-го уровня, которую она только что исследовала. Крей вспоминает призраков, которые были невероятно сильны. Он начинает думать, как они справились с боссом логова Белого Волка, но Лиз говорит, что даже не помнит, как сражалась с боссом в той сокровищнице. Тогда Крей понимает, что босс даже не стоил того, чтобы его вспоминать. Затем Крей думает о Цитре и остальных, которые все еще находятся в сокровищнице 8-го уровня, и очень надеется, что они вернутся поскорее, потому что ему нужно, чтобы Цитри что-то сделала, пока этот слизняк не натворил бед. Затем Лиз замечает, что он выглядит подавленным, и он вдруг спрашивает, что бы она делала, если бы Цибродию когда-нибудь разрушили. Но Лиз со своим обычным оптимистичным настроем говорит, что убежала бы с ним. Но на этот раз она хочет поехать в тропическую страну, потому что никогда не видела океана, и Крей думает, что она слишком оптимистична. Вдруг, ни с того ни с сего, Лиз хватает за руку парня, который за ними наблюдает. Крей просит ее отпустить его, и как только она это делает, парень убегает. Лиз задается вопросом, не специально ли он позволил ему уйти, и не может поверить, что он так хорошо играет, а Крей совершенно не понимает, о чем она говорит. Тем временем парень прячется в своем убежище, удивляясь, как Лиз его заметила. Он также ломает голову над тем, почему Крей его отпустила, и гадает, что им уже известно. В другом месте молодая женщина подходит к Ноктису Кахлиару, лидеру теневых исследователей, которых мы видели ранее. Затем она представляется как София Блэк и просит стать его ученицей, говоря, что очень заинтересована в его работе. Пораженный ее решимостью, Ноктис соглашается взять ее под свое крыло.
Затем история переносится в прошлое, где мы видим, как Гарк злится, когда обсидиановый крест сообщает ему, что Крей снова слишком занят, чтобы встретиться с ним. Гарк бормочет, что у него куча вопросов к Крей, но это всегда одно и то же. Он вспоминает, что обсидиановый крест прибыл сюда с миссией и задается вопросом, может ли он действительно на них положиться. Они уверяют его, что может. Поэтому Гарк приказывает им исследовать логово Белого Волка. В настоящем мы видим, как обсидиановый крест сражается с монстрами в логове Белого Волка. Стен размышляет, что, как обычно, все идет по плану Крей. Затем сцена переносится в трущобы, где Крей гуляет с Лиз, которая рада, что они на свидании. Крис быстро понимает, что это не свидание, и замечает, что они находятся в самом опасном районе Императорского дворца, где местные жители явно встревожены, увидев Лиз. Лиз с любопытством спрашивает, что ищет Крей, и тот признается, что ищет кое-что. По словам Евы, в этом районе начали пропадать люди, что не является чем-то необычным для такого места. Но если здесь замешан слизистый цитрус, то это уже не шутки. Он также вспоминает, что недавно в этом районе открылся новый магазин мороженого и решает зайти туда, пока они здесь. Затем он предлагает Лиз пойти в магазин, и она радостно хватается за его руку, когда они идут. Тем временем мужчина, которого Лиз задержала ранее, следит за ними из соседнего здания и задается вопросом, зачем они здесь, и не специально ли Крис отпустил его, чтобы его выследить. Но он уверен, что Крис не мог догадаться, что их новый магазин мороженого на самом деле является исследовательской базой. Он в недоумении, как Крис узнал об этом. Он поспешно решает закрыть магазин, когда туда приходит София. Он рад ее видеть. Когда Кай и Лиз подходят к магазину, они обнаруживают, что он закрыт. Лиз расстраивается и пытается выломать дверь, но Кай останавливает ее, говоря, что, возможно, магазин просто закрыт на сегодня. Лиз настаивает, что он был открыт несколько минут назад, потому что она все еще чувствует сладкий запах в воздухе. Мужчина внутри прислушивается к их разговору, нервно потея, но потом чувствует облегчение, когда понимает, что Кай и Лиз сдались и уходят. Вернувшись в клан, Кай расстроен, что ничего не нашел, несмотря на все свои поиски. Он спрашивает, куда могла подеваться слизь Цитри, и спрашивает Лиз, когда Цитри вернется из ночного дворца. Лиз признается, что не знает, но говорит, что с радостью помогла бы ей. Но, как объясняет Кре, ему нужен кто-то, кто разбирается в магических существах, а Лиз в этом не разбирается. Она добавляет, что Цитри может задержаться, потому что она взяла с собой тонну оборудования для этого рейда. И Кре, стараясь быть терпеливым, успокаивает себя тем, что Цитри скоро вернется. Затем приходит Ева и докладывает Кре о членах, которых она выбрала для расследования логова Белого Волка. Она объясняет, что поскольку Арка нет, она собрала другую команду. Кре позволяет ей заняться этим, думая, что хотя эта миссия становится все серьезнее, это проблема Мэг, потому что он не присоединится к ним. Затем сцена переносится в штаб-квартиру башни Акаши, где лидеру сообщают, что 1000 уловок обнаружила одну из их секретных баз. Члены общества задаются вопросом, не превзошла ли информационная сеть Кре их собственную. А мужчина, который приходил раньше, недоумевает, почему Крес просто покинул их базу, обнаружив ее, и не может понять, о чем думает этот парень. Другой член общества пытается его успокоить, но все они сомневаются в намерениях Кре. Затем лидер спрашивает Софию, что она думает, и она предлагает им встретиться с главой охотников лицом к лицу. Другие возражают, что у них нет шансов, но София отмахивается от их сомнений. Она отмечает, что хотя они могут быть членами легального общества, это не значит, что они должны подчиняться кому-то. Она настаивает, что это отличная возможность испытать разработанную ею систему защиты и добавляет, что если они уничтожат этих охотников, то никто не узнает о них. Лидер соглашается с ней и передает командование Софии, чтобы она разобралась с ситуацией. Затем мы видим Тина в ванной, которая восхищается своей кожей, потому что на ней нет ни единой царапины, хотя ее хозяин устроил ей адские тренировки. Она понимает, что после того, как он избил ее до потери сознания, он, должно быть, окунул ее в зелье, и она рада, что все еще жива. Затем Тина направляется в здание клана и с удивлением видит там толпу людей. Она спрашивает одного из них, что происходит, и он объясняет, что они объединяются с ассоциацией, чтобы исследовать логово Белого Волка. И она удивлена, что они отправили так много людей. Затем он добавляет, что Крей сначала хотел отправить Арка, но поскольку его нет, все эти люди заменяют его. Он признает, что только гриверы могут сравниться с Арком. Тина начинает гадать, что же произошло в сокровищнице с тех пор, как она была там в последний раз. И мы видим, что даже Кай выглядит ошеломленным. Ава подходит к Анне и говорит, что это та команда, о которой они говорили вчера, но Кай колеблется и не уверен, что стоит отправлять столько людей в сокровищницу 3-го уровня. Он считает, что половины этого количества было бы достаточно, но охотники пугаются этой идеи. Они умоляют его передумать, беспокоясь, что изначально миссия предназначалась для Арка. Клайр пожимает плечами, думая, что миссия не такая уж сложная, и ему просто хотелось убедиться, что все в порядке. Ева пытается всех успокоить, говоря, что Клайр может что-то рассказать. Клайр заявляет, что половина команды будет более чем достаточно для того, что раньше считалось хранилищем 3-го уровня. Но охотники все равно выглядят обеспокоенными, поэтому он, наконец, соглашается отправить всю команду.
В этот момент вбегает Лиз, насмехаясь над трусами и настаивая, что они с Тина справятся с миссией вдвоем. Клайер не уверен, что может оставить Тина с ней, потому что знает, как сильно Тина пострадал от тренировок Лиз, поэтому он настаивает, что остальные справятся, и отмахивается от Лиз. Ева поворачивается к Клайеру и просит его возглавить миссию, но Клайер морщится, пытаясь передать руководство Свину, но Ева напоминает ему, что Свен уже внутри хранилища. Клайер быстро соображает и соглашается возглавить миссию, но говорит, что он занят и присоединится к ним позже, поэтому до тех пор он назначает Свена исполняющим обязанности лидера. Ева соглашается и, довольный его планом, решает, что он присоединится позже, когда миссия будет завершена. Тем временем Свен и его команда пробиваются через монстров в логове Белого Волка, уничтожая всех, кто попадается им на пути. Стен отмечает, что хотя монстры сильны, в этом нет ничего необычного, но они все равно решают идти вперед. В клане Лиз злится, что ее оставили. Она пристает к Клайеру, чтобы он отпустил ее с остальными, но Крейг отказывается, говоря, что у него для нее другое задание. Лиз загорается этой идеей, соглашаясь остаться, а Крей ухмыляется про себя, потому что сказал это только для того, чтобы она не отправилась в хранилище сокровищ одна. Затем один из охотников спрашивает Крея, чего им стоит опасаться в этом задании. Кей упоминает слизь, и это застает охотника врасплох, потому что в хранилище сокровищ высокого уровня не должно быть слизи. Но Крей настаивает, что они все равно должны быть начеку, предупреждая, что это может быть необычная слизь, и с этими словами охотник уходит. Затем сцена переключается на членов башни Акаши, которые в панике. Они ошеломлены масштабом нападения охотника, и лидер возмущается, называя это бесстыдной атакой. Он ворчит, что им мешают узнать правду, и заявляет, что они должны уничтожить этих незваных гостей. Но один из членов команды упоминает, что их противник никто иной, как 1000 трюков, и предупреждает, что если он приведет с собой всю команду скорбящих душ, это может обернуться неприятностями. София, однако, остается невозмутимой. Она отмечает, что хотя скорбящие души одна из самых известных вечеринок столицы, она уже создала систему защиты, которая сможет противостоять их атакам. Она отмечает, что в столице сейчас находятся только 3 члена скорбящих душ – Крей, Лиз и Цитри. Тот, кто говорил раньше, скептически спрашивает, откуда она это знает, и София самодовольно отвечает, что ее информационная сеть лучше, чем его, что его злит. Затем она добавляет, что они легко справятся с подавленной тенью, подготовившись к физическим атакам. И отмечает, что 1000 трюков не сможет действовать в полную силу без помощи члена команды. Лидер подозревает, что Цири может быть настоящей проблемой, но София уверяет его, что система защиты, которую она установила вокруг их крепости, специально разработана, чтобы блокировать магические способности алхимиков, и проникнуть внутрь невозможно. Затем она заявляет, что Цири ее враг, и она готова уничтожить ее раз и навсегда. София также объясняет, что Цири интересуется их исследованиями с тех пор, как узнала о диссертации лидера, и она уверена, что такие, как Цири, не имеют права вмешиваться в его работу. Затем, с уверенностью, что страх — это убеждение, она просит разрешения использовать все ресурсы, которые у них есть, чтобы справиться с надвигающейся угрозой. И лидер без колебаний соглашается. Он приказывает всем слушаться Софию, как будто это его собственные приказы, хотя Флик не выглядит довольным этим решением. Затем сцена переключается на Свена и его команду, которые все еще заняты расследованием. Товарищи Стена начинают ворчать, спрашивая, зачем они вообще отправились в это путешествие, и Стен напоминает им, что у них не было выбора. Это был прямой приказ Гарка. Генрик бормочет, что они здесь только для того, чтобы разгребать завалы. И Свен не отрицает этого, но добавляет, что однажды Генрик, возможно, поймет, насколько края необычен. В этот момент Свен получает сообщение по коммуникатору и, понимая, что снаружи что-то происходит, говорит Генрику подать сигнал. Генрик подает сигнал, и все, кто находится в сокровищнице, выходят наружу. Один из членов команды подходит к обсидиановому кресту и спрашивает, зачем они используют сигнал тревоги, если ничего необычного не происходит. Свен спокойно соглашается, но объясняет, что Крей велел им остерегаться слизней, но парень не верит, что Крей мог отдать такой приказ, сидя в своем уютном кабинете в столице. В конце концов, слизни слабые существа, и не стоит из-за них так переживать, но Свен спокойно отвечает, что он поднял тревогу из-за беспокойства за всех, и добавляет, что не помешает дождаться подкрепления, прежде чем идти дальше. Команда все еще не может поверить, что в хранилище сокровищ появились слизни. Затем Стен рассказывает странную историю, вспоминая, как однажды Крей пригласил их на вечеринку с просмотром цветов, но настоял, чтобы они взяли с собой оружие, потому что это было за городом. Грубый парень закатывает глаза, удивляясь, почему Свен сейчас говорит о поездке на просмотр цветов. Свен объясняет, что место, куда они ходили, теперь стало хранилищем сокровищ, и спрашивает, видели ли они когда-нибудь, как появляется хранилище, потому что это похоже на ад, открывающийся прямо на земле. Парень понимает, что Свен говорит о печально известном саду с призмами, и Свен добавляет, что 1000 хитростей умеет предвидеть такие вещи. Он говорит, что заплатил огромную сумму за камень связи, чтобы быстрее получать информацию от Крея, потому что любая информация от него очень ценна. В здании клана Лиз нетерпеливо спрашивает Крея, когда они отправятся, желая показать ему свою силу, потому что в прошлый раз у нее не было возможности проявить себя. Крей думает, что собирался присоединиться к ним в последний момент,
но теперь понимает, что это может быть непросто. В этот момент появляется Цитри, и Лис удивляется, что она так быстро вернулась, но Цитри отвечает, что не хочет слушать это от той, кто вернулась еще раньше. Цитри добавляет, что она спешила, думая, что Кри может понадобиться ее помощь, и делится своими опасениями, призывая Кри сразить врагов сейчас, пока они не стали сильнее. Затем она отводит его в сторону, чтобы поговорить наедине. Тем временем Гарк готовится войти в логово Белого Волка. Кана пытается остановить его, напоминая, что он уже на пенсии, но он отмахивается, говоря, что не может позволить Лис его превзойти. Кана вздыхает, думая, что он уже взрослый, но все еще ведет себя как ребенок. В этот момент появляется Цири и обращается к Гарку с просьбой. Затем история переносится в прошлое, где Цитри и Крей сидят вместе как дети. Цитри сказала Крей, что хочет восполнить то, чего не хватает другим, и верит, что если она сможет, то все смогут по-настоящему наслаждаться охотой. Она призналась, что не очень сильна, и Крей предложил ей найти подходящую роль. Он посоветовал ей стать алхимиком, где она сможет проявить свои таланты. В настоящем, перед тем, как пойти к Гарку, Стич заходит в комнату Крея. Она небрежно упоминает, что ее слизь значительно улучшилась и теперь обладает удивительной способностью адаптироваться и развиваться. Однако она признает, что это все еще неудачный продукт. Кри удивленно спрашивает, что она имеет в виду, но Цитри уверяет его, что слизь не причинит вреда ни ему, ни кому-либо еще. Кри расслабляется, услышав это, но понимает, что она не сказала то же самое про кого-то еще. А Цитри тем временем задается вопросом, как слизь смогла выбраться из своего якобы безопасного контейнера. Она предполагает, что он, должно быть, открыл сейф и сбежал, выбравшись из капсулы. Крейт пытается прервать ее размышления, чтобы вернуться к предыдущей теме, но не может вставить ни слова. Стичи направляется в ванную, предполагая, что раз это слизь, она инстинктивно могла найти воду и выбраться через слив в ванной. Услышав это, Крей приходит в ужас от мысли, что опасная слизь, способная уничтожить столицу, теперь может бродить по трубам. Эта мысль пугает его, но Цитрит отмахивается от его опасений и уверенно говорит, что все оставит на нее. Затем сцена переносится в логово Белого Волка, где уже собрались подкрепления Крейза. Один из них подходит к Сену и спрашивает о ситуации. Сен отвечает, что пока ничего не произошло, и спрашивает, есть ли кто-нибудь, кто мог бы взять на себя командование. Но парень сообщает ему, что Крей специально попросил Свена возглавить отряд. Сен не удивлен, он думает, что это типично для Крейта избегать ответственности, но ему кажется странным, что Лис тоже нет. Парень объясняет, что Лис хотела присоединиться, но Крей взял ее и Тина с собой на другое задание. Так что Сью чувствует облегчение и радуется, что здесь нет Стифл, зная, что с ней невозможно было бы сотрудничать. Затем он собирает всех на совещание по стратегии, и когда группа собирается, Стейн спрашивает, есть ли у кого-нибудь опыт борьбы со слизью. Никто не поднимает руку, считая слизней незначительными противниками. Один из них шутит, что однажды случайно раздавил слизня, но Свен настаивает, спрашивая, есть ли у них что-то особенное для борьбы со слизнями. Группа считает, что стандартного оружия, такого как мечи, молоты или магия, будет достаточно, потому что слизни уязвимы почти ко всему. Один из парней говорит, что люди считают слизней безобидными существами. Сен спрашивает, есть ли у Края какие-то подробности, но тот отвечает, что это необычный слизень, и Свен раздражается и ворчит, что Край всегда утаивает важную информацию. Самый шумный из группы, Джинс, насмехается над ними и называет всех трусами, потому что они боятся какого-то слизня. Команда, исследующая следы, обменивается сочувствующими взглядами, что приводит Джейна в ярость, и он обвиняет их в том, что они над ним смеются. Стен прямо говорит Джейну, что все ждут, что он станет первой жертвой, и надеются, что его смерть будет не напрасной. Джейн злится и уходит, бормоча, что эти люди сумасшедшие, раз слепо доверяют тому, кто даже не потрудился прийти лично. В напряженной атмосфере одна из девушек-охотниц поднимает руку. Представившись как Талия Видман, алхимик, она удивляет всех, потому что никто не знал, что у них есть еще один алхимик, кроме Сити. Талия объясняет, что недавно работала в лаборатории Сити над исследованием слизней. Стен нетерпеливо спрашивает, знает ли она какие-нибудь их слабости, и Талия достает капсулу, объясняя, что это лекарство, которое они с Сити разработали для уничтожения слизней. Но она сомневается, что оно сработает против необычных слизней, с которыми они столкнутся. Затем сцена переносится в убежище башни Акаши, где лидер Ноктис общается со своим учеником с помощью магического камня. Она уверенно заверяет своего учителя, что поражение невозможно, и объясняет, что им противостоит меньше сотни охотников, и что их сил и стратегий более чем достаточно, чтобы победить их. Затем Ноктис спрашивает, что она будет делать в первую очередь, и пока она излагает свой план, камера показывает окрестности логова Белого Волка. Стен собирает свою команду и объясняет стратегию, и сначала они должны будут проверить, что внутри логова. Затем он подчеркивает, что нужно быть осторожными, и говорит, что для связи они будут использовать свистки. Если что-то случится или потребуется помощь, нужно будет сразу же свистнуть, и добавляет, что те, кто не участвует в зачистке, будут заниматься спасением. Когда план был готов, они отправились на задание, полные решимости доказать своему клановому вождю, что для них это не проблема.
К вечеру команда осмотрела территорию и не нашла ничего примечательного, кроме нескольких рыцарей-волков в сокровищнице. Кажется, ничего необычного не происходит, и начинают закрадываться сомнения. Они думают, что, может быть, Крэю показалось, что что-то не так, и даже считают, что им повезло, что ничего страшного не случилось. Жан всегда появляется, чтобы подлить масло в огонь, и насмехается над ними, говоря, что они зря волнуются, и ворчит, что задание можно было бы уже закончить, если бы они не следовали слепо за своим идиотом-предводителем. Стен отмахивается от его жалоб, говоря, что они могут обсудить это позже. Джейн раздраженно пытается уйти, но Свен предупреждает его, чтобы он не бродил один. Джейн отмахивается, говоря, что ему просто нужно отлить. Генрик, наблюдая за ними, тихо говорит Свину, что хотя он и не до конца понимает Крэя, он ему доверяет, и Свен надеется, что он оправдает это доверие. Майк падает, а Жан все еще бродит по лесу, ворча себе под нос, что в обсидиановом кресте полно трусов. Он говорит, что хотя он и уважает таких людей, как Арк Родин, он не может смириться с тем, что какой-то офисный работник из столицы заявляет, что может предсказывать события здесь, в глуши. Его ворчание прерывается, когда он слышит странные звуки из леса, и он с любопытством идет туда и натыкается на закованного в цепи рыцаря-волка. Рядом с волком две подозрительные фигуры обсуждают Софию, сокрушаясь, что она стала любимицей Ноктиса, хотя у нее нет ни боевых навыков, ни магического таланта. Затем они собираются сделать что-то подозрительное. Они собираются наложить на рыцаря-волка заклинание с использованием маны. Но прежде чем они успевают что-то сделать, появляется Джейн с мечом. Он быстро расправляется с ними, с легкостью сбивая их с ног. Но пока он избивает одного из них, требуя ответов, другой подкрадывается и вливает ману в рыцаря-волка. То, что происходит дальше, похоже на кошмар. Рыцарь-волк превращается в слизнеподобное существо и вырывается из цепей. Один из подозрительных типов ухмыляется и говорит великану, что это теперь демонизированное чудовище, которое жаждет огромного количества маны. Понимая, насколько все плохо, Жан свистит в свисток. В лагере Свен слышит свист и немедленно приказывает своим подчиненным вернуться в лабиринт и отправляет охотников к источнику свистка. Прибыв на место, Свен спрашивает одного из товарищей Джиллиан, где Жан, и, к удивлению Свена, тот еще не вернулся. Вскоре они находят его в лесу, он еле идет, у него нет одной руки. Весь в крови и потрясенный, Жан хрипит, что 1000 трюков был прав, и в лесу действительно есть слизь. Охотники замечают существо, и Талия с ужасом и восхищением отмечает, что никогда раньше не видела такой слизи. Стен быстро берет командование на себя, приказывая магам отвлечь монстра, и заявляет, что существо нужно остановить здесь и сейчас. Сен выпускает в него стрелу, но та просто отскакивает от поверхности слизи. Маги атакуют монстра магией, но даже их совместные усилия не оставляют на нем ни царапины. Тем временем Хенрик пришивает Джейн оторванную руку, а Джейн рассказывает Свину, что какие-то психи накачали волка-рыцаря какой-то странной смесью, превратив его в это чудовище. Свен готовит новые стрелы, бормоча, что это существо далеко не просто слизь, но даже после нескольких стрел чудовище не обращает на них внимания. И Свен не может понять, почему ни физические, ни магические атаки не действуют. Охотник нервно спрашивает, что им делать дальше, и Свен рычит, что они не могут просто убежать и оставить это чудовище на свободе. Затем, когда слизь нападает на охотников, Свен приказывает им уклоняться от ее атак, указывая на ее медлительность. Пока они сдерживают ее, он достает лекарство, которое дала ему Драблия, и говорит, что оно заставит слизь самоуничтожиться при контакте. Студу удается отвлечь слизь, и он убегает, бросив лекарство на ее пути. Когда слизь касается лекарства, оно взрывается внутри существа, но, к их удивлению, оно все еще стоит. Талия не может поверить, что ее лекарство не сработало, а Свен в ярости, уверенный, что это существо не может быть слизью. Затем вмешивается Крайс, напоминая ему, что это существо похоже на слизь. Сен, уставший от бесконечных попыток Кая скрыть важные детали, спрашивает, сколько еще раз Крайс чуть не угробил их всех. Затем появляется Цитри и сообщает, что слизь заключена в магический барьер. Стен спрашивает, зачем она вообще здесь? И Цитри спокойно объясняет, что ее прислал Крайс, зная, что ситуация может выйти из-под контроля. Цитри добавляет, что вокруг слизи кружится огромное количество магической энергии, и эта энергия создает мощное силовое поле, способное отражать стрелы, противостоять заклинаниям и делать все, кроме приготовления кофе. Она добавляет, что даже в сокровищнице 8-го уровня не найти такого сильного фантома. Продолжая изучать слизь, Цитри внезапно оказывается под атакой. И тут ее осеняет. Слизь нападает на нее, потому что она поглощает больше всего маны в округе, поэтому, не теряя времени, она достает капсулу и бросает ее в слизь, крича Свину, чтобы он выстрелил. Он стреляет, и существо уничтожено. Сен с любопытством спрашивает, чем она в него бросила, и Цитри небрежно отвечает, что это антимановый материал. В этот момент появляется Гарк, готовый вмешаться, и грустно спрашивает, все ли закончилось.
Стен очень удивлен его появлением, и Цитри объясняет, что Гарк подвез ее до места происшествия, и добавляет, что у нее есть догадки о том, что происходит на самом деле, и кто стоит за этим хаосом. Когда Цири вернулась в убежище башни Акации, Ноктис был поражен тем, что ей удалось так легко победить демонизированного фантома, и понял, что она, должно быть, разгадала действие зелья. Тем временем в лагере охотников Цири рассказывает всем, что за всем этим стоит Ноктис и его тайное общество башни Акации, и объясняет, что они экспериментируют с возможностью управлять хранилищами сокровищ. Присутствующие городские чиновники настроены скептически, указывая на то, что Ноктис был изгнан из столицы много лет назад. Но Цири признается, что и не ожидала, что ей поверят, именно поэтому она охотилась на Ноктиса в одиночку. Она добавляет, что фантом, с которым они сражались, был лишь побочным эффектом его извращенных экспериментов. Талия, пытаясь разобраться, спрашивает, есть ли какое-то устройство под землей. Цири подтверждает, что для того, что пытается сделать Ноктис, нужна масштабная подготовка, и предупреждает, что у них могут быть даже боевые приготовления. Затем она предлагает начать с допроса мага Жана, которого они поймали, уверенная, что есть еще монстры, подобные тому, с которым они только что сражались, и они ждут своего часа. Охотники чувствуют себя уверенно, полагая, что все будет хорошо, пока у Цири есть антимагия. Но Цири быстро пресекает это, признавая, что у нее больше ничего нет. Тем не менее, она успокаивает их, говоря, что проанализирует монстра, чтобы разработать стратегию, и с таким количеством опытных охотников она уверена, что они справятся. Поэтому просит всех помочь ей в бою, так как сама она не очень сильна физически. После того, как она уходит, Хенрик замечает, что у Си-3 хватает смелости признать свои слабости. Но Свен с ухмылкой называет ее сильной слабачкой и предупреждает Хенрика, чтобы тот был с ней осторожен. Хенрик в замешательстве спрашивает, что он имеет в виду. И Свен объясняет, что Си-3 знает о своих слабостях, и поэтому считает, что может делать все, что угодно, чтобы достичь своих целей. Это ее природа — использовать любые средства. Тем временем Лис уговаривает Край отправиться в логово Белого Волка. Край, как обычно, отказывается, настаивая на том, что нужно дождаться подходящего момента. Но Лис, конечно, не собирается сдаваться и продолжает давить на него с неумолимой решимостью. Как будто ей это нравится, а Тина смущенно наблюдает за этой дикой ситуацией. Затем сцена переносится в убежище в башне Акаши, где группа обсуждает решение Софии выпускать трансмогрифицированных призраков по одному. Они считают, что это ужасная стратегия, которая фактически приглашает монстров нападать по одному. И Флик с усмешкой замечает, что именно этого и следовало ожидать от ученого, не имеющего боевого опыта. Затем он раздраженно приказывает связаться с Софией через камень связи. Но когда они говорят ему, что уже пытались, но не получили ответа, Флик не может в это поверить. Он заявляет, что если они столкнулись с таким хитрым противником, как 1000 трюков, то должны выложиться по полной. Взяв дело в свои руки, он нарушает приказ Софии и решает выпустить всех трансмогрифицированных монстров одновременно, чтобы доказать лидеру, что не только она вносит свой вклад. Тем временем охотники окружают захваченных членов башни Акаши, и Гарк поражен тем, что всего одна инъекция может создать такое чудовище. Цитри, не теряя времени, начинает допрашивать пленников об их лидере, маге. Она обещает им безопасность, если они расскажут, где находится их хозяин. Но когда они отказываются, это подтверждает ее подозрение, что они ученики Ноктиса. Цитри говорит, что давно следит за башней Акаши и знает их секреты, и снова требует рассказать, где их лидер, угрожая применить зелье, чтобы развязать им языки. Однако вмешиваются городские власти, напоминая ей, что это зелье незаконно, потому что оно может заставить говорить. Но у него есть опасные побочные эффекты, например, стирание памяти. Цитри возражает, что в безвыходных ситуациях нужны отчаянные меры, и настаивает, что ради справедливости можно рискнуть. Но Гарк вмешивается и разряжает обстановку, прежде чем спор перерастает в конфликт, и напоминает Цитри, что у них есть законы, и они не могут обращаться с пленниками, как им вздумается. Цитри ухмыляется и говорит, что это была шутка, и что зелье всего лишь безобидная подкрашенная вода, и в доказательство выпивает его. На самом деле зелье опасно, но Цитри уже не восприимчива к подкрашенной воде, поэтому оно на нее не действует. Затем она резко меняет тему и говорит, что время вышло и лес начинает трястись. Они выходят наружу и видят впереди монстра трансмогрифика. Ошеломленная спрашивает, как они собираются сражаться с таким существом, и Цитри объясняет, что эти призраки могут обладать разными магическими барьерами. Она подчеркивает, что нужно определить, какая стихийная магия их разрушит. Ошеломленная ее спокойствием замечает, что цвет монстра отличается от других, и Цитри предполагает, что у него другое происхождение. Затем она приказывает носителям щитов занять позиции впереди, но предупреждает, что они должны будут сразу же бросить щиты, иначе рискуют остаться без рук. Группа подчиняется ее мрачному приказу, но прежде чем они успевают возразить, монстр нападает на одного из охотников, прикрытых щитом, и тот теряет чувствительность в руке от удара. Затем Цитри приказывает магам атаковать. Когда их магия срабатывает, она замечает вращающееся силовое поле монстра, которое крутится по часовой стрелке и перемещается по его телу. Поняв, что щит разрушается при контакте, она делает вывод, что ближний бой бесполезен. Гарк спрашивает, не стоит ли им просто подождать, пока у существа закончится магия.
Но Цитри отвергает эту идею, предполагая, что у него достаточно маны, чтобы продержаться еще как минимум час. Это открытие помогает Свену понять, почему Край хотела, чтобы Арк разобрался с ситуацией. Пока Цитри придумывает, как победить монстра, неподалеку появляется еще один такой же монстр. Пока группа паникует из-за новой угрозы, Цитри удивляет их улыбкой, а затем приказывает всем отступить. Смущенные, но послушные, они отходят назад и видят, как монстры нападают друг на друга. Цитри усмехается и признается, что не ожидала, что творения Акаши будут такими несовершенными. А затем объясняет, что эти монстры запрограммированы атаковать существо с наибольшим запасом маны поблизости, а поскольку их вид содержит больше всего маны на этом поле боя. Они начали сражаться друг с другом. Хаос усиливается, когда появляется третий монстр и быстро присоединяется к драке. Вскоре появляются еще монстры, превращая поле боя в жестокую схватку. Стен, наблюдая за разворачивающимся безумием, не знает, радоваться ему или проклинать судьбу. Тем временем захваченные члены Акаши в ужасе смотрят на своих созданий, понимая их главный недостаток. Талия спрашивает, почему башня Акаши не вызывала этих монстров по одному, и, услышав ее голос, заключенные обменялись тревожными взглядами, гадая, не София ли это. Тем временем мастер Маг отчитывает Флика и его дружков за их безрассудные действия, напоминая, что он ясно дал им понять, что они должны выполнять все указания Софии. Из-за их беспечности они израсходовали все запасы зелья для превращения, поэтому Флик и остальные стали извиняться, утверждая, что они не ожидали таких последствий. София, которая разговаривала с ними через коммуникационный камень, уточнила, что ее указания были не случайными и не были вызваны неопытностью. Затем она с сарказмом упрекнула Флика в том, что у него нет воображения, и он разозлился, но не смог ничего ответить. Мастер Маг не стал переживать из-за потери зелья, отметив, что это не единственное их оружие. Затем он повернулся к Софии и спросил, что им делать дальше, и София сообщила, что ситуация изменилась, и теперь Цитри и Гарк объединились с охотниками. Все были шокированы тем, что глава ассоциации здесь, и София мрачно заметила, что теперь, когда они лишились своих монстров, их задача стала еще сложнее. Затем, когда мастер Маг предложил отступить, София сразу же отвергла эту идею, потому что возвращение с пустыми руками навредит их репутации в башне Кашек. Она подчеркнула, что нужно действовать быстро, потому что у их врагов уже есть пленники, которые могут выдать важную информацию в любой момент. Но Флик уверенно заявил, что их пленники никогда их не предадут, потому что они поклялись в верности своему лидеру. София выразила надежду, что это так, но предупредила, что даже молчание не помешает Цитри найти их убежище. София решительно заявляет, что их лучший шанс – это упреждающий удар, и приказывает пожирателям зла напасть на врага. Ноктис соглашается с ее смелым планом, но высказывает опасения, что существа не до конца обучены, и им нужен опытный командир. Но София без колебаний назначает Флика и приказывает ему одновременно выпустить всех существ, но предупреждает, что он не должен потерпеть неудачу с такой огромной силой в своем распоряжении. Хотя Флик явно нервничает, он неохотно соглашается и обещает на этот раз добиться успеха. Затем сцена переносится в лагерь охотников, где Талия наблюдает за работой Цитри, которая пытается выяснить, где находится штаб-квартира башни Акаши. Талия размышляет о необычайных способностях Цитри. Она редкий тип охотника, алхимик, как и сама Талия, полная таланта и страсти. Гений от рождения и неутомимая труженица, готовая провести любой эксперимент, чтобы узнать правду. Затем Талия размышляет о своем таланте и признается, что рядом с Цитри чувствует смесь страха и зависти, и уверена, что никогда не сможет сравниться с кем-то настолько выдающимся. Пока Талия погружена в свои мысли, к ней подходит Стен и спрашивает, что ее беспокоит. Она отмахивается, но Свен меняет тему, говоря о раздражающей привычке Крея скрывать информацию, и она согласно кивает. Затем Свен упоминает о захваченных членах башни Акаши, которые с тех пор, как прибыли, не сводят глаз с Талии. Талия озадачена, но Свен шутит, что, возможно, дело в ее необычном цвете волос и просит ее сообщить, если что-то случится, прежде чем уйти. Позже Цитри все еще погружена в работу, когда Гарк советует ей сделать перерыв и предлагает кофе. Он уверяет ее, что ассоциация не сможет в одиночку справиться с башней Акаши. Но Цири уверенно заявляет, что точно определила приблизительное местоположение врага и объясняет всем, как она анализировала линии Лей, концентрацию маны и активность монстров, чтобы понять, что башня Акаши должна быть спрятана где-то у обрыва. Ее подробный рассказ вызывает у всех восхищение. Она просит подтверждения у учеников мастера-мага, но те лишь отмахиваются, что только усиливает ее подозрения. Тогда Цири смело предлагает немедленно атаковать и захватить Ноктиса. Гарк соглашается, и они готовы выдвигаться. Тем временем пленники умоляют Софию освободить их, что озадачивает группу, и они предполагают, что София может быть их союзницей. Но Цири говорит, что было бы гораздо проще, если бы София просто показалась. Затем Цири уточняет, что София не только враг Ноктиса, но и ее личный недруг, неуловимая фигура, которую она постоянно преследует.
Цири заявляет, что единственный способ положить конец экспериментам в башне Акаши — это захватить мастера-мага и Софию. Однако пленник насмехается, утверждая, что София никогда не проиграет такой, как Цири, но Цири твердо отвечает, что победит своего недруга и отправит Софию в тюрьму. Тем временем Креатина и Лис направляются в логово Белого Волка. Крит говорит, что лучше подождать, пока все уляжется, но Лис, как всегда нетерпеливая, торопит его, предупреждая, что жизнь Цири может быть в опасности. Крит, в свою очередь, мрачно замечает, что скорее он сам погибнет, потому что забыл зарядить свои артефакты и даже не взял с собой достаточно защитных колец. Тина сообщает ему, что они приближаются к логову, но в темноте ничего не видно, поэтому он активирует одну из своих реликвий, чтобы улучшить зрение. Они продолжают идти, и Тина нервно берет Край за руку, говоря, что не хочет потеряться в темноте. Но прежде чем она успевает взять его за руку, Лис резко вмешивается, заявляя, что Тина не заслуживает такой чести. А затем отчитывает ее, приказывая держать свои фантазии при себе, пока она не докажет, что достойна. Затем Лис поворачивается к Краю и уверяет его, что справится с любыми угрозами и поклянется уничтожить любого на их пути. Край молча надеется, что остальные тоже справятся. Мы видим, как Свен, Цитри, Гарк и другие продолжают идти вперед. По дороге Джай вслух размышляет, что начинает понимать, насколько велик Край, а Цитри уверенно предсказывает, что Край когда-нибудь достигнет желанного 10 уровня. Это вызывает интерес у Джина, и он еще больше хочет встретиться с Краем, который, как он предполагает, должен быть невероятно сильным. Однако Цитри поправляет его, объясняя, что сила Край не в том, что делает его охотником 8 уровня. Она добавляет, что даже если бы Край был слабее в бою, чем песчаный кролик, это ничего бы не изменило, и Джин остается в полном недоумении. Их разговор прерывается внезапной вспышкой молнии, и они видят Флика, который эффектно приземляется верхом на пожирателя Маласа. Флик уверен, что победил их, хотя и отмечает, что, возможно, потратил слишком много маны на удар. Но он уверен, что оно того стоило, потому что это смертельный удар с одного выстрела. Но его самодовольство испаряется, когда он видит, что Свен все еще в сознании, и решает закончить начатое, приготовившись закопать Свена. Но его настоящий шок наступает, когда он видит, что Цитри совершенно невредима. Цитри отчитывает Флика за то, что он устроил такую безрассудную атаку, когда у них все еще есть заложники. Но Флик все еще в шоке и требует объяснить, как она выжила после его атаки. Цитри спокойно отвечает, что такая слабая атака не сравнится с испытаниями, которые они проходят каждый день в подземельях высокого уровня. Флик упрямо отказывается верить в это, но Цитри игнорирует его и использует водяной пистолет, чтобы распылить зелье и вылечить Свена. Свен бросается вперед, атакует Флика, а затем переключается на монстра, но одним мощным ударом его меч ломается. Тем временем Гарк, уже исцелившийся, подходит, чтобы прикончить монстра. Цитри методично лечит остальных членов группы, отдавая четкие указания. Гар, пораженный ее изобретательностью, не может поверить, что она так ловко использует водяной пистолет для приготовления зелий. В убежище Ноктис в ярости от того, что Флик снова проигнорировал совет Софии и взял с собой только одного пожирателя зла. И спрашивает, способен ли Флик вообще понять разницу между его и Софией мышлением. В этот момент один из учеников лидера сообщает, что враг продолжает наступать и ничего не идет по плану, и спрашивает, не специально ли 1000 хитростей устраивает этот хаос. Затем группа убеждает своего лидера отступить, обещая задержать врага с оставшимися пожирателями зла. Но лидер заявляет, что они еще не отступают, пока у них есть их козырь Акаша и София. Поэтому он настаивает, что они не отступят, пока не одержат абсолютную победу, и приказывает своим последователям сокрушить врага и добиться победы. Тем временем Свен, Цитри, Гарк и их союзники приближаются к штабу. Сен понимает, что она подталкивает их к тому, чтобы прорваться сквозь вражеские ряды, пока они не оказались в окружении. Но это кажется невыполнимым требованием, как будто это предложил бы кто-то из К. Гарк, однако, не согласен, говоря, что для него это невыполнимо. Он заявляет, что они втроем пойдут первыми, маги последуют за ними, и их стратегия состоит в том, чтобы сначала уничтожить Кимов, а потом позволить остальным ворваться и добить их. И мы видим, что Гарк все еще злится на Лис, которая насмехалась над ним раньше и клянется, что не оставит это просто так. Тем временем Крей и его группа добираются до места, где Цитри и ее команда были поражены молнией. И пока они осматриваются, Лис насмехается над ними и называет это не более чем слабой атакой, поэтому они без колебаний продолжают путь. Тем временем охотники направляются к пещере, но члены башни Акаши готовы дать отпор на своих летающих львах. Но это всего лишь отвлекающий маневр, чтобы выиграть время, пока Магус в своей лаборатории активирует их главное оружие. Нажав на кнопку, Магус разрушает каменную статую, открывая огромного голема. Магус, полной уверенности, объявляет это творение величайшим оружием башни Акаши, который сокрушит их врагов. Голем выходит из пещеры, и Гарк, не дрогнув, готов сразиться с ним. Голем замахивается своим огромным мечом, и Гарку приходится собрать все силы, чтобы отразить удар. Видя, что противник сильно отступает, другие члены башни Акаши пользуются моментом и переходят в контратаку, пока их летающие львы парят в воздухе, недоступные для Сена и его союзников.
В хаосе битвы, когда все сражаются или пытаются выжить, двое пленников тихо пытаются освободиться. Затем мы видим, как один из львов нападает на Свена и ранит его, но он быстро исцеляется и приказывает своей команде держаться. Но охотники за сокровищами, кажется, вот-вот проиграют, но тут появляется лис. Она с невероятной скоростью сбивает одного из львов и валит его на землю. Мы видим, что ее появление воодушевляет команду, и Свен приказывает атаковать. Тем временем Кай и Тина оказываются одни в лесу. Кай беспокоится об отсутствии Лис, которая всегда была его защитницей. Но вдруг Тина чувствует чье-то присутствие, и Кай спрашивает, не стоит ли им избавиться от угрозы, но тот отмахивается, думая, что это просто дикие звери. Затем мы видим, что это сбежавшие из башни Акаши заключенные, и они удивлены безразличием Крие. Не зная правды, Кай продолжает свой путь, но вдруг его очки-микроскопы перестают работать, и ему приходится полагаться на Тина. Лис же в это время расправляется с летающими львами, насмехаясь над остальными охотниками за сокровищами, которые не могут с ней справиться. Она называет Цитри слабачкой, и та огрызается, спрашивая, какого черта Лис вообще здесь делает. Лис спокойно объясняет сестре, что она упросила Крея взять ее с собой, и снова бросается в бой. Она двигается молниеносно, как вспышка, и сбивает голема с ног, но тот оказывается крепче, чем она ожидала. Не растерявшись, Лис наносит еще несколько ударов на полной скорости, отбрасывая его назад и оставляя на нем трещины. Свен, не желая уступать Лис, бросается на голема с ледяным топором, ударяет его и замораживает. Голем падает, а Свен готовится выстрелить в него. Голем ненадолго отключается, но быстро перезагружается и переходит в наступление. Затем Стен выпускает стрелу, а Гарк снова замахивается топором, но голем с легкостью уклоняется от них, а затем высоко подпрыгивает, как чертов робот. Никто не может поверить, что эта груда металлолома может двигаться так быстро. Это напоминает и Мансу, и одного из 6 разрушителей, таких же массивных, но еще более проворных. Лис на мгновение задумывается, не был ли этот голем создан по образу ее друга, но быстро отбрасывает эту мысль, потому что ей нужно сосредоточиться на его уничтожении. Затем она бросается на него, но голем удивляет ее, отделив руку, чтобы открыть пушку и выстрелить. Лис удается увернуться, но выстрел задевает ее живот, заставляя отступить, потому что она не сильна в дальних атаках, и ей приходится продолжать двигаться, пока голем обстреливает ее. Цитри с беспокойством наблюдает за происходящим, понимая, что грубой силой голема не победить, и им нужно разрядить его батарею. Лис злится на это предложение и бросается в атаку, чтобы доказать, что она справится сама. Она наносит сокрушительный удар, который сбивает голема с ног, и Гарк, воспользовавшись моментом, атакует его ногу, чтобы прикончить. Но как только они думают, что победили, голем активирует двигатели на спине и взлетает в воздух. Увидев это, Лис решает больше не пытаться одолеть голема грубой силой. В этот момент появляется Край и спрашивает, как у всех дела. Он совершенно не обращает внимания на огромного голема, возвышающегося перед ними, и группа чувствует облегчение, потому что сильнейший охотник наконец-то здесь. И они уверены, что бой скоро закончится. Но внезапно голем бросается на Края, и Тина в страхе цепляется за него. Край остается невозмутимым, как будто ничего не происходит. Но прежде чем голем успевает ударить, его отбрасывает назад, и он врезается в стену. Группа с удивлением смотрит на него, желая узнать, каким секретным приемом Край воспользовался на этот раз. Но они не понимают, что Край даже не видел голема. Потому что его мана-линзы разрядились, и он в недоумении спрашивает Сена, почему все ведут себя так, будто произошло что-то важное. На этом битва заканчивается, и охотники за сокровищами отправляются на базу башни Акаши, чтобы забрать все, что смогут найти. Позже Край получает сообщение от Ситри, которая благодарит его за то, что он отправил Лис им на помощь в нужный момент. Однако конфликт еще не закончился, и Ситри заявляет, что лично разрушит башню Акаши. Тем временем двое сбежавших заключенных встречаются с Магусом и остатками побежденной фракции. Затем они сообщают Магусу, что рыжеволосая алхимичка среди охотников за сокровищами – это София, и они подозревают, что она проникла на их базу с каким-то планом. Но Мигастра, который убедился в силе Края, не хочет больше участвовать в сражениях. Не зная, что предпримет Край дальше, Мегастра решает покинуть империю и приказывает своим людям вернуть Софию. Край тем временем встречается с Гарком и правительственным чиновником, которые требуют у него информацию о башне Акаши. Край, как всегда, честно признается, что ничего не знает, и предлагает им поговорить с Цитри, так как она была главной в башне. Чиновник заметно напрягается при упоминании ее имени, потому что 3 года назад из-за Цитри произошел крупный побег из тюрьмы, из-за чего ее понизили до 2-го ранга и лишили титула. Однако Гарк лично вмешался, чтобы восстановить ее репутацию, и с тех пор чиновники держатся от нее подальше. На импровизированной базе башни Акаши ученики Магуса приводят испуганную девушку, которую они поймали, думая, что это София. Она дрожит и спрашивает, что они собираются с ней сделать, но Магус прерывает ее, требуя, чтобы она перестала притворяться.
Если девушка настаивает, что она София, и когда на нее вдруг нападает летающий лев, Магус колеблется и понимает, что она говорит правду. В этот момент входит настоящая София с бутылкой вина, и все замирают. Удивительно, но София почти не реагирует на появление своей точной копии, и вместо этого спокойно говорит Магусу, что хотя они и похожи, между ними есть небольшие различия. Затем она неожиданно снимает парик и мантию, и все видят, что это Цитри. В комнате начинается хаос. Магус в ярости требует объяснить, как она посмела притворяться Софией, но Цитри спокойно заявляет, что она и есть та София, которую они знают. По комнате прокатывается волна возмущения, и остальные обвиняют ее в том, что она все это время их предавала. Но Ситири отрицает обвинение и объясняет, что присоединилась к башне Акаши, потому что восхищалась работой Меги. Она по-прежнему уважает его неутолимое любопытство и стремление к знаниям, и ее единственной целью было поддерживать его и наблюдать за результатами его исследований. Но теперь Ситири говорит, что пора положить этому конец, и признается, что решение Крея отпустить людей Магуса, не захватив их, было не актом милосердия, а предупреждением для нее, чтобы она остановилась и вернулась к нему. Затем Ситири заверила Магуса, что не выдавала его секретов, но признала, что сверхъестественная способность Крея распознавать ложь означала, что он, скорее всего, и так знал правду. А потом она рассказала, что все возможности проверить их исследования на охотниках высокого уровня были организованы Креем. И хотя эксперимент в целом был успешным, Ситири пришлось вмешаться прошлой ночью во время нападения голема, потому что она не хотела, чтобы ее уничтожили. Но теперь она мрачно говорит, что исследования были конфискованы и их арест неизбежен. Но несмотря на это, Ситири поклялась продолжить работу. И добавляет, что поскольку Софии никогда не существовало, никто ее не найдет, и вся вина падет на Мегуса. Затем Ситири подходит к своей помощнице, отмечая, что ее ярко-рыжие волосы выделялись в толпе, поэтому она позаимствовала ее внешность. И помощница, не выдержав, плачет и падает в обморок. Затем ученики башни Акаши в ярости бросаются на Ситири. Но она спокойно призывает своего летающего льва, чей внушительный вид заставляет их отступить. Но Магус отвечает сокрушительной огненной атакой, мгновенно убивая льва. Однако Цитри остается невредимой, показывая, что она была готова к этому. Затем она выпускает слизь Цитри, которая поглощает атаку и защищает ее. К их ужасу слизь начинает пожирать тело льва, а Цитри заявляет, что это ее лучшая работа, созданная для того, чтобы бесконечно расти, поглощая ману. Магус замирает, понимая, что слизь может поглотить саму землю. Но Цитри ухмыляется и объясняет, что она просто хочет проверить способности слизи против такого могущественного мага, как он. Ученики Магуса бросают дымовую шашку, призывая его бежать, пока они сдерживают золотую слизь. Но когда Магус убегает, он врезается в мускулистого человека в дверях. В шоке падает с лестницы, а когда поднимает голову, то в ужасе отшатывается. Затем появляется Цитри и спокойно объясняет, что она хочет стать такой же сильной, как ее друзья, но создание големов отнимает слишком много времени и денег. Поэтому она создала Химеру. Для этого она совершила налет на тюрьму строгого режима, используя сбежавших преступников в качестве сырья. И это заставляет Мегаса ужаснуться, когда он понимает, что столкнулся с самым безжалостным человеком, которого когда-либо встречал. Затем Цитри надевает маску и заявляет, что Магус сам станет отличным материалом для ее экспериментов, и по ее приказу Химера мгновенно убивает его. Оставшихся учеников арестовывают, а Цитри стирает им память. Она даже стирает память своей помощницы, прежде чем сообщить Краю, что все прошло гладко. Затем она обещает, что в следующий раз будет осторожнее с материалами, но Край не понимает, что она имеет в виду. Затем сцена переносится в Ассоциацию охотников, где проходит совещание по поводу инцидента в башне Акаши. Крей смело просит чиновников передать ему голема Акашу и пожирателя зла из конфискованных вещей, но чиновники озадаченно спрашивают, зачем ему пожиратель зла. И подумав, что это название какого-то плохого напитка, Край в шутку отвечает, что хочет его попробовать. Его ответ сбивает их с толку, и позже выясняется, что Край смог получить пожирателя зла, но голем Акаши остался вне его досягаемости. Извинившись перед Цитри за эту оплошность, он уверяет ее, что все в порядке, и отправляется за пожирателем зла, а Край ждет в холле. Пока он ждет, Крей сталкивается с Гарком, который спрашивает, слышал ли он о вечеринке под названием «Падающий туман». Гарк объясняет, что они недавно приехали в столицу из страны туманных облаков, и их лидер Арнольд Хейл, охотник 7-го уровня. Что удивляет Гарка, когда Край признается, что никогда о них не слышал. Край признает, что ему просто неинтересно, и Гарк рассказывает, что Арнольд — убийца драконов, победивший легендарного громового дракона. Но Крей невозмутимо напоминает Гарку, что он тоже убийца драконов. Гарк смеется и соглашается, но предупреждает Края, чтобы тот не нарывался на неприятности, шутливо хлопая его по спине. Но, к его удивлению, дружеский удар обходится Краю в потерю защитного кольца. Когда Гарк уходит, внимание Края переключается на плакат, анонсирующий предстоящий зебрутийский аукцион. Он вспоминает, что это престижное национальное мероприятие, которое проводится ежегодно и на котором выставляются редкие и востребованные реликвии. Качество и количество предметов на аукционе не имеют себе равных, поэтому это событие обязательно к посещению для энтузиастов.
Край слишком беден, чтобы пойти, но потом вспоминает, что у него совсем нет денег, и решает занять у Цитри. Но он быстро вспоминает, что еще не вернул свои предыдущие долги, которые уже накопились, и теперь он не может снова попросить у нее денег. В этот момент к нему подходит Хлоя, и Кай вспоминает, что она племянница Гарка. В отличие от своего дяди, она очаровательна, и Кай думает, что гены и аниме работают только тогда, когда это удобно. Хлоя спрашивает, что случилось, и Кай отвечает, что Гарк упоминал о каком-то убийце драконов. Клай предполагает, что это может быть связано с Арнольдом Хейлом из «Падающего тумана», и Хлоя понимает, что Кай говорит о нем. Но прежде чем разговор успевает продолжиться, появляется Цитри и прерывает его. Кай, как обычно, совершенно не интересуется вечеринкой в «Падающем тумане» и уходит с Цитри, даже не задумываясь об этом. По дороге Кай спрашивает Цитри, есть ли у нее в сумке пожиратель зла, и она отвечает, что есть. Они проходят мимо странной вечеринки, не подозревая, что это «Падающий туман». Позже «Падающий туман» приходит в ассоциацию охотников, но администратор их не узнает, и они чувствуют себя недооцененными, как деревенщины. Тем временем в следах Клай замечает маленького пожирателя зла и находит его странно милым. Злой спрашивает, может ли существо укусить, но Цитри уверяет ее, что оно безопасно, потому что ее учили не причинять вреда ни ей, ни Крею. Затем пожиратель зла прижимается к Крею, но пока он крутится у него на руках, он начинает уменьшать его защитные кольца одно за другим. И Крей начинает сомневаться, действительно ли оно безобидно. Понимая, что это просто игра, но боясь, что оно может довести его до смерти, он отдает его Цитри. Затем он узнает, что она назвала его Нама Момо, и спрашивает, серьезно ли она относится к этому имени, а она напоминает ему, что это он его так назвал. Хотя Крейг настаивает, что это было случайно. Подумав, Крейг решает, что ему нужно зарядить свои реликвии, прежде чем это существо снова выйдет с ним на смертельный бой, и спрашивает у Цитри, когда вернется Люси. Цитри объясняет, что это займет какое-то время, потому что в комнате босса появился сильный фантом-мечник. И Люк, как всегда одержимый мечами, настоял на том, чтобы сразиться с ним 1 на 1, поэтому вся группа не вернется, пока он не победит его. Клай хочет, чтобы Люси просто вернулась домой одна, но Цитри протягивает ему реликвию, в которую можно поместить одно заклинание. Клай замечает, что у него уже есть такая реликвия, подарок от Люси, и удивляется, зачем она дает ему еще одну. Но Цитри не объясняет, а просто говорит, что если он хочет, то может надеть ее на безымянный палец. Тем временем Фолфек находится в отеле, все еще раздраженный тем, что его недооценивают в городе. Один из членов их команды объясняет, что как чужакам им придется доказывать свою ценность с помощью своих навыков. Остальные соглашаются, и Арнольд особенно хочет продемонстрировать свою силу и заслужить уважение в городе. Позже Цитри делает Краю расслабляющий массаж, во время которого Край упоминает, что ему нужно зарядить свои реликвии. Он признает, что некоторые из них требуют подзарядки, но только Люси может справиться со всеми. Цитри уверяет его, что она позаботится об этом, а позже собирает магов своего клана. Она объявляет о специальной программе тренировок и магических техниках, разработанных Крейгом, и обещает, что это не похоже на обычные тренировки на выживание. Чтобы привлечь учеников, она говорит, что любой, кто примет участие в этой программе, может стать магом уровня Люси. Маги в шоке, что Крейг смог создать такую привлекательную программу. Затем Цитри просит добровольцев, но несмотря на обсуждение в группе, никто не выходит вперед. Но тут вперед выходит группа под названием «Звездный свет», состоящая из 2 духов аристократов по имени Лапис и Крис. Крис, однако, пользуется случаем, чтобы оскорбить Крейга, называя его слабаком. Лапис тут же делает ей замечание, говоря, что хотя Крейг может быть и не очень силен, он все же глава их клана. Крис неохотно замолкает, но не может поверить, что этот человек может быть старшим братом Люси, ведь они совсем не похожи. Крейг объясняет, что духи-аристократы — это эльфы, но автор хотел внести разнообразие, переименовав их, хотя их способности остались прежними. Выясняется, что у Крис уровень сертификации 3, у Лапис 4, и Крейг отмечает, что духи-аристократы обычно смотрят свысока на менее талантливых магов. Лапис спрашивает Цитри, действительно ли она верит, что кто-то сможет достичь уровня Люси с помощью этой программы. Цитри уверенно отвечает, что именно эта программа тренировок помогла Люси стать такой сильной. Вдохновленная этим, Мариетта, член обсидианового креста, решает попробовать, и Цитри с радостью дает ей артефакт для подзарядки. Но, несмотря на все усилия, Мариетта не может его зарядить. Цитри просит ее продолжать попытки, и в конце концов Мариетта добивается успеха. Однако Цитри тут же дает ей другой артефакт и продолжает процесс. Затем этот цикл повторяется, пока Мариетта не истощает всю свою ману и не падает без сил. Цитри объясняет, что обычно запас маны увеличивается только до подросткового возраста, после чего дальнейший рост становится невозможен. Однако, когда человек злоупотребляет своей маной и истощает ее, во время восстановления есть небольшой промежуток, когда запас маны можно увеличить на несколько процентов. Она подчеркивает, что это возможность для тех, кто уже перерос свой возрастной предел, увеличить запас маны. Сатан замечает, что этот метод требует полного истощения сил, а Крис говорит, что даже у благородных духов уходит много времени на восстановление после использования маны, что делает этот процесс неэффективным.
В ответ Цитри достает одно из своих необычных зелий, которое мгновенно восстанавливает ману Мариэты и повышает ее запас маны. Она объясняет, что, повторяя этот цикл, можно постепенно увеличивать запас маны и улучшать свои навыки. Край удивляется, неужели именно так Люси достигла своей невероятной силы, а Лапис спрашивает, действительно ли это та же тренировка, которую прошла Люси. Цитри подтверждает это, но замечает скептицизм Starlight. Она вспоминает их предыдущие попытки завербовать Люси и насмехается над ними, говоря, что Люси не хочет присоединяться, потому что они переоценивают себя и избегают тренировок. Удар попадает в цель, и оба благородных духа требуют все реликвии, чтобы доказать свою силу. Килл отдает им реликвии, и видя, что Starlight тоже участвует, другие маги с радостью присоединяются. Пока маги заряжают реликвии, Цитри уверяет Крея, что это решит его проблему. Тем временем в другом месте Арк разговаривает с благородным человеком, который спрашивает, что он думает о его предложении. Арк отказывается, говоря, что ему еще многому нужно научиться. Нобли понимает, что Арк говорит о Лис и решает подождать, пока не получит эксклюзивный контракт. Затем он спрашивает, встречал ли Арк графиню Глэдис, и упоминает, что дочь графини его ищет. В этот момент приходит Клэр. Позже Арк навещает Лис и Тина просит его подождать, пока Лис принимает ванну. Пока Арк ждет, перв Цитри пытается по-своему, по-странному, завербовать Тина в ученики, обещая, что сделает ее сильнее. Но, заметив, что Тина это не нравится, Арк вмешивается и просит Цитри отстать от нее. Затем Лис зовет Тина, чтобы та принесла полотенце, но, как всегда нетерпеливая, выходит из ванны, не дожидаясь его. Цитри быстро закрывает глаза Арку, чтобы он не увидел ничего неприличного, и ругает Лис, прося ее вести себя скромнее. Лис, не понимая, что происходит, беззаботно ходит по комнате. Она спрашивает у Арка, что он имел в виду, и он отвечает, что хотел отпраздновать возвращение Лис и Цитри из их путешествия. Лис, тронутая его заботой, пытается обнять его, но Цитри останавливает ее. Пока сестры ссорятся, Кай приглашает Тина присоединиться к ним, и она с радостью соглашается. Позже показано, как компания, гуляющая под дождем, ищет бар, а Крэг, Цитри, Тина и Лис уже наслаждаются напитками. Лис, которая участвовала в соревновании по выпивке с Цитри, уже пьяна, а Цитри остается трезвой. Лис подозревает, что что-то не так, ведь обычно она не напивается так быстро, и оказывается права, потому что есть намеки на то, что Цитри подмешивает Лис что-то в напитке. Тина новичок, но мудро держится в стороне от ссоры сестер. Когда приходит время следующего раунда, Ситри незаметно подливает Лис в пиво, призывая ее продолжить соревнование. Но на этот раз вмешивается Край, подменяя напиток Ситри своим стаканом. Лис выпивает свой стакан, не задумываясь, а Ситри колеблется, но понимает, что выхода нет, и неохотно выпивает. Вскоре обе сестры напиваются и начинают изливать друг другу душу. Ситри обвиняет Крея в том, что он видит в ней только ходячий кошелек, и напоминает ему, что его долг перед ней составляет 10 цифр. Край уверяет ее, что он вернет долг, но Ситри, не совсем удовлетворенная, предлагает расплатиться с ней своим телом, но Лис вмешивается, прежде чем Ситри успевает схватить его. В этот момент в бар врывается Туман, расталкивая случайных посетителей, и они представляются как шумная банда байкеров, хвастаясь, что их лидер Арнольд Охотник 7-го уровня. И толпа в восторге. Затем они требуют выпивку и женщин, чтобы отпраздновать свое прибытие. Лис, не впечатленная, подходит с напитком в руке, но Арнольд оскорбляет ее, говоря, что ему не интересны дети. Но Лис невозмутимо отвечает, что она все равно не собиралась его обслуживать, и выливает напиток ему на голову, а затем разбивает кружку о его голову. Начинается хаос, когда Лис с легкостью побеждает Арнольда и его приспешников, насмехаясь над их слабостью. Когда все успокаивается, посетители бара возвращаются к веселью, и Край, как всегда вежливый, извиняется перед Арнольдом и его компанией, прежде чем уйти из бара с Лис и Тао. Хлоя вспоминает, как 3 года назад она провалила экзамен, чтобы поступить в первые шаги. Экзаменатором был Люк, так что с ним у нее не было шансов. Бедняжка слишком серьезно отнеслась к этому, убедила себя, что не создана быть охотницей, и устроилась на работу секретарем в ассоциацию охотников. Тем временем в клановом доме Ева рассказывает о стычке Лис с Арнольдом и его компанией. Край, как всегда, ничего не понимает, он даже не знал, что это была его вечеринка, пока Ева ему не рассказала. Ева предупреждает Края, что у группы Арнольда хорошая репутация, и если они начнут ссориться, могут возникнуть проблемы. Край, как всегда, расслаблен и надеется, что Лис хватило одного удара, чтобы они обо всем забыли. Но Ева напоминает Краю, что Арнольд однажды победил громового дракона, поэтому она советует решить все мирно и решает связаться с Гарком Томейтем. Край соглашается, но явно отвлекается, представляя, как вкусно было бы съесть жареного громового дракона. Ева, естественно, удивляется, откуда у него вообще взялась такая мысль, и Край небрежно упоминает, что Цири однажды приготовила его для него, и теперь он снова хочет его попробовать. Ева замечает, что мясо громового дракона неслыханно для его рациона, учитывая, насколько ценны его части, но Край отмахивается, говоря, что просто хотел бы его съесть. Тем временем члены падающего тумана переживают из-за своего унизительного поражения.
Арнольд в ярости и уверен, что женщина, которая его победила, должна быть известной охотницей в городе, и его гордость не позволит этому пройти просто так. Поэтому он клянется, что заставит ее заплатить за то, что она опозорила падающий туман. Позже в ассоциации охотников Хлоя замечает группу Арнольда и предполагает, что они пришли подать жалобу на инцидент прошлой ночью. Но они говорят, что это не так, и Арнольд спрашивает ее об имени девушки, которая его избила. Гарк появляется как раз в нужный момент и самодовольно называет имя Лиз, представляясь менеджером филиала ассоциации. И с раздражающей ухмылкой Гарк утверждает, что он предупредил опекуна Лиз, чтобы тот держал ее в узде, хотя, похоже, сообщение не прижилось. Затем с самодовольным видом он говорит Арнольду, что опекун Лиз был в баре прошлой ночью, и его зовут Киандер, охотник 8 уровня. Арнольд и его команда поражены этим открытием, но Гарк уверяет их, что Крик не из тех, кто запугивает людей, и обещает, что Лиз победила. Больше я к ним и пальцем не прикоснусь. Самодовольное выражение лица Гарка подводит Арнольда к краю пропасти, и чтобы еще глубже вонзить нож, он радостно сообщает, что Крей отправил сообщение специально для Арнольда. В фильме с травматическим чутьем Гарк читает сообщение вслух, заставляя всех присутствующих задуматься, не сделал ли Крей ужасный выбор, выбрав его. Его посредник. В сообщении Крей в своем обычном рассеянном стиле небрежно просит Арнольда принести ему немного мяса громового дракона, чтобы он мог приготовить его на гриле. Этот финальный удар заставляет Арнольда взорваться от ярости, поэтому он приказывает своей группе готовиться, потому что они собираются сделать 1000 трюков. Вернувшись в дом клана, Ева рассказывает Крею о слухах, циркулирующих вокруг его долга перед Си-3. В частности, о том, что он исчисляется 10-значной суммой. Она спрашивает, знает ли он хотя бы точную сумму, и неудивительно, что он начинает считать на пальцах, до более ясно давая понять, что не знает. Ева продолжает настаивать, спрашивая, что сказала Си-3 о долге. Так что Плач со своей обычной беспечностью вспоминает о 3 вариантах погашения, которые она ему предложила. Первый вариант – отправить ее в тюрьму, что автоматически аннулирует долг. Однако Сити умоляла его не делать этого, говоря, что ей будет одиноко, но если он все же решит, то она предложила отправить в тюрьму ее сестру, чтобы ей было с кем общаться. Кайп и Крей отказались, сказав, что Сити ничего плохого не сделала. Тогда она перешла ко второму варианту. Она могла стать его женой, объединив их активы и фактически погасив долг. Сити без энтузиазма спросила о третьем варианте, и она сказала, что он мог бы стать ее мужем, что к его разочарованию было просто другой формулировкой той же идеи. Он даже в шутку сказал Эве, что единственный вариант для него жениться на Сити, за что получил выговор, но быстро успокоил ее, сказав, что это была шутка, и что он собирается выплатить долг. Затем Эва сказала, что его нынешняя зарплата главы первых шагов позволяет ей выплачивать долг, если он перестанет тратить деньги бездумно. Затем она предложила альтернативу – в одиночку спуститься в сокровищницу, чтобы быстрее погасить долг, но он с ужасом спросил, не хочет ли она его убить, потому что спуск в сокровищницу в одиночку – это смертный приговор, учитывая его способности. Эва закатила глаза и предложила составить для него разумный план погашения долга и настоятельно посоветовала ему не влезать в новые долги, после чего ушла. Позже мы видим, как Кайп смотрит в небо, размышляя о предстоящем аукционе, и думает, что же ему делать. Тем временем в городе мы видим, как падающий туман собирает информацию о Крее, но все, что они находят, это расплывчатые и преувеличенные слухи о его невероятных подвигах. Позже они докладывают Арнольду о своих находках, описывая Край как загадочного человека, о котором ходят слишком невероятные истории, чтобы им можно было верить. Они отмечают, что Край не участвовал ни в одной из недавних миссий, и Арнольд предполагает, что Край избегает сражений просто потому, что еще не встречал никого, кто был бы достоин его силы. Однако его приспешники опровергают эту идею, заявляя, что никто никогда не видел, чтобы Край дрался. Поэтому Арнольд приходит к выводу, что Край, скорее всего, стратег, который достиг 8 уровня благодаря усилиям своих друзей, а не собственным способностям. Члены отряда Арнольда считают, что Край должно быть слаб, но Арнольд признает, что у Края, возможно, есть сила, но называет его шутником, утверждая, что по сравнению с ним, который сам поднялся до 7 уровня, Край слаб, как игрушка. Затем Арнольд разозлился и заявил, что собирается отомстить Краю и доказать всем в столице, что падающий туман — это не просто кучка деревенщин. Вернувшись в дом клана, Тина поднялась на балкон, где сидел Край, и спросила, не нужно ли ему чего-нибудь. Край растерялся, и Тина объяснила, что улыбалась ему, поэтому она пришла проверить, как он себя чувствует. Тина поняла, что он, должно быть, наблюдал за ней снизу, и они сели внутри. Затем Край рассказал Тина о своем огромном долге, но Тина неправильно его поняла и решила, что он просит у нее денег, думая, что ее снова обманули. Она быстро сказала, что не может помочь, потому что ей нужны деньги на ремонт снаряжения и подготовку к следующему рейду. Но Крейг успокоил ее, объяснив, что он не просит денег и что его долг исчисляется десятками тысяч, так что она не сможет ему помочь. Тина была потрясена тем, что кто-то мог задолжать такую огромную сумму, и была уверена, что только такой необычный человек, как ее хозяин, мог это сделать. Край признается, что занял деньги у Цитри и говорит, что это не страшно. И как бы, между прочим, добавляет, что если дела пойдут совсем плохо, он просто женится на Цитри, чтобы погасить долг. Это откровение еще больше шокирует Тина, и она в ужасе от мысли, что ее хозяин будет принадлежать только одному человеку. Но прежде чем она успевает впасть в отчаяние, Край меняет тему и предлагает пойти куда-нибудь поесть сладостей, и они вдвоем идут гулять по городу на импровизированном свидании.
Край предлагает Тина вместе поискать сокровища, чтобы расплатиться с долгами, и она говорит, что они могли бы продать любые ценные реликвии, которые найдут на предстоящем аукционе. Край раздраженно спрашивает, не хочет ли она, чтобы он умер, но Тина уверенно отвечает, что Край без труда найдет сокровищницу, полную ценных реликвий. Край вздыхает, потому что если бы у него были такие способности, ему бы не пришлось брать такой огромный долг, и говорит Тина, чтобы она оставила эту идею на потом. В это время по городу бродит туман, и он не знает, как найти 1000 хитростей, потому что напасть на него в его клане невозможно. И тут, словно у судьбы было извращенное чувство юмора, Край проходит прямо перед ними. Они останавливают его, но Край, как всегда, ничего не замечает и даже не узнает их. Арнольд напоминает ему об их встрече в баре прошлой ночью и насмехается над ним за то, что он осмелился прийти. Наконец Край вспоминает, кто они такие, но прежде чем он успевает что-то сказать, Тина врывается и дерзко насмехается над ними, говоря, что они не должны даже думать о том, чтобы драться с ее хозяином, потому что он практически бог. Край, надеясь избежать конфликта, спокойно говорит им, что он на свидании с Тина и не собирается создавать проблемы. И в своей обычной непринужденной манере он даже предлагает встать на колени и извиниться, если это поможет сгладить ситуацию. Но Тина быстро останавливает его, продолжая насмехаться над ними, говоря, что ее хозяин просто беспокоится, что они потеряют уверенность в себе после того, как он их побьет. Это становится последней каплей для Арнольда и его группы, и они требуют драки. Не имея выбора, Край соглашается, но настаивает на том, чтобы они переместились в более людное место. Вокруг собирается любопытная толпа, но Край разочарован, что среди них нет никого из первых шагов, потому что он втайне надеялся, что кто-нибудь из его клана придет поддержать их. Арнольд удивляется странному поведению Края и спрашивает, сколько еще он будет тянуть. Край извиняется, но Арнольд прерывает его, насмехаясь над ним и говоря, что у него нет никаких навыков и что он добился всего этого только благодаря своим друзьям. Тина, не в силах терпеть оскорбления, сердито вмешивается и просит Край позволить ей сразиться вместо него, чтобы защитить его честь. К всеобщему удивлению, особенно Тина, Край почти сразу соглашается, явно желая найти повод избежать драки. Тина на мгновение замирает, потому что она просто пошутила, но уже слишком поздно. Затем Тина неохотно готовится и бросается на Арнольда, но быстро становится ясно, что она ему не равня, потому что Арнольд легко блокирует ее атаки. Пока продолжается бой, Крейг все больше отчаивается, снова и снова оглядывая толпу в поисках членов первых шагов, но никого не находит. Мужчина по имени А из команды Арнольда строго напоминает Крейгу, чтобы тот не отвлекался, пока Тина сражается за него. Поэтому Крейг начинает подбадривать Тина, как перевозбужденный дурак, еще больше смущая ее. Тина выкладывается по полной, но силы Арнольда превосходят ее. Он без труда блокирует ее атаки, и даже когда ей удается нанести удар, это не причиняет ему вреда. Поэтому Арнольд сердито швыряет ее на землю и требует, чтобы Крей перестала дурачиться и сражалась с ним серьезно. Крей понимает, что у нее нет выбора, и решает использовать реликвию, которую приготовила для нее Люси. Он вспоминает, как просил ее создать заклинание, способное одолеть охотников высокого уровня, не убивая их, заклинание, которое охватит большую территорию, но будет нацелено только на тех, кого он считает врагами. Люси была возмущена абсурдно конкретным запросом, думая, что он просит невозможного, но она не сдалась и сумела создать заклинание. В настоящем Арнольд и его команда прижаты к земле магией реликвии. Крей спокойно объясняет, что это заклинание управляет гравитацией, что шокирует Арнольда, который начинает думать, что Кей на самом деле маг. Крей игнорирует вопрос, говоря, что это не имеет значения, и вместо этого выдвигает некоторые условия для будущих боев. Арнольд, сражаясь под воздействием сильной гравитации, спрашивает, в чем заключаются условия, и Кей говорит ему, что поскольку он глава клана первых шагов, любой, кто хочет бросить ему вызов, должен сначала победить основные партии клана, а именно Обсидиановый крест, Звездный свет и Отважные. И только после победы над этими тремя командами Арнольд получит право сразиться с ним. Затем Арнольд теряет сознание под тяжестью заклинания, и сцена меняется. Крей и Тина отдыхают в кафе. Тина явно расстроена, чувствует, что подвела своего хозяина, и Крей успокаивает ее, говоря, что ей не о чем беспокоиться, и признавая, что он неправильно оценил ситуацию. Он размышляет, что не очень хорошо понимает силу охотников, когда они достигают определенного уровня, но Тина все еще переживает из-за ее предполагаемой неудачи. Решив исправиться, она просит Ка дать ей еще один шанс и умоляет его показать ей хранилище с сокровищами, наполненное бесценными реликвиями, обещая отправиться туда в одиночку, чтобы помочь ему расплатиться с долгом. И мы видим, что Крей что-то говорит ей. Тем временем в тренировочном зале Лис легко побеждает копию акашического голема. Но, несмотря на свою быструю победу, она жалуется, что хочет сразиться с настоящим големом. Цитри говорит ей, что она может довольствоваться копией, потому что настоящий акашический голем находится в руках следственного бюро, чьи правила настолько строги, что даже Ка не смог его вернуть. Лис разочаровывается и решает закончить тренировку на сегодня, но тут Цитри сообщает ей, что на Крей напала команда Арнольда. Лис с любопытством спрашивает, чем все закончилось, и Цитри объясняет, что Крей использовал магию гравитации, чтобы справиться с ситуацией. Лис думает о том, чтобы разгромить команду Арнольда,
но в итоге решает оставить его в покое, пока Крей не скажет иначе, и Цитри соглашается с ее решением. Позже Кап пьет чай с Хлоей и расспрашивает его о встрече с туманным призраком. Клай небрежно упоминает, что Арнольд и его группа были очень расстроены, и Хлоя предполагает, что это как-то связано с сообщением, которое он отправил им о громовом драконе. Но Клай невозмутимо поправляет ее, говоря, что он имел в виду не жареного дракона, а жареную курицу. Хлоя смущается и спрашивает, что он хотел сказать, чтобы прояснить ситуацию, и Клай просто отвечает, что он никогда их не забудет. Хлоя скептически относится к этому, думая, что он скорее сказал бы это перед тем, как совсем забыть о них, но она пропускает это мимо ушей. Переводя тему, Хлоя спрашивает, что Клай думает об Арнольде как об охотнике. Клай описывает Арнольда как крупного и сильного мужчину и добавляет, что ему, похоже, нравятся женщины с большой грудью. Но прежде чем Хлоя успевает осознать этот странный комментарий, Кай пытается извиниться. Но она останавливает его, спрашивая, почему она провалила экзамены несколько лет назад. Кай понятия не имеет, о чем она говорит, но прибегая к своей обычной тактике, он уклоняется от ответа и говорит ей самой во всем разобраться. Чтобы смягчить удар, он уверяет ее, что если она пересдаст экзамен сейчас, то легко его сдаст. Но пока он советует ей оставаться секретарем, указывая на то, как сильно охотники на нее полагаются. Затем Клай уходит и по дороге вдруг вспоминает настоящую причину, по которой Хлоя провалила экзамен. Она была несовершеннолетней. Для прохождения теста кандидатам должно быть не менее 15 лет, а ей тогда было на несколько месяцев меньше. Тем временем Хлоя неправильно понимает его туманные высказывания, считая, что он намеренно проверяет ее, потому что убеждена, что он хочет, чтобы она сама нашла ответ. Она думает, что это одно из его легендарных испытаний. Но на самом деле она снова неправильно понимает его намерения. На следующий день Арнольд и его команда напиваются, пытаясь справиться с унижением, которое они испытали от действий Крея. Они злятся не только потому, что Крей постоянно насмехался над ними, но и потому, что он победил их без особых усилий и не причинил им физического вреда. Чтобы усугубить ситуацию, он даже имел наглость сказать им, чтобы они сразились с сильнейшими членами его клана, если они когда-нибудь посмеют бросить ему вызов снова. В этот момент парень с прической, как у пушки, заходит в бар и сообщает Арнольду, что Лей посетил 3 самые сильные команды, с которыми Крей предложил им сразиться. Но они были шокированы и пожалели об этом. Стен, лидер одной из этих команд, насмешливо сказал ему, что Крей, скорее всего, просто издевался над ними, и что они не должны воспринимать его всерьез. Затем он подошел к эльфийке, которая пополняла запасы реликвий для своей команды, и она смело сказала ему, что они не лакеи Крея и не хотят иметь с ним дело. Наконец он попытался связаться с командой Арка, но даже не смог увидеться с ним. Вместо этого Арк и Торич прямо сказали ему игнорировать все, что говорит Крей. Арнольд, который ходил голым, вскипел от ярости, услышав это. Он клянется отомстить Крею, но один из его приспешников советует ему набраться терпения и дождаться большого аукциона, чтобы купить лучшее снаряжение. И если удача будет на их стороне, они смогут даже продать странную реликвию, которая никому не нужна в их королевстве. Тем временем Крей и Тина идут в магазин, чтобы отдать недавно приобретенную вещь на экспертизу. Тина небрежно упоминает, что нашла ее в сокровищнице 1-го уровня, следуя совету Крея, и это приводит старого оценщика в замешательство. Ведь реликвия, похоже, имеет большую ценность. Крей сияет от этой новости и спрашивает о ее свойствах, но оценщик объясняет, что для этого нужно провести тщательное тестирование, которое может занять время из-за огромного количества реликвий, которые ему нужно проверить перед аукционом. Крей приходит в восторг, когда слышит это, и с нетерпением просит старика показать ему реликвии, выставленные на аукцион, и предлагает пока поговорить с Тина. Старик неохотно соглашается, в основном потому, что Тина напоминает ему его внучку. Пока они разговаривают, он спрашивает, как у нее дела, и советует ей положиться на своих друзей, если станет тяжело. Он также упоминает, что несмотря на вредные привычки Крея, он надежный человек, и это заставляет Тина испытывать смешанные чувства. Она говорит, что ее хозяин невероятный человек, даже несмотря на то, что он погряз в долгах и склонен к необдуманным решениям. И скромно признается, что она ему и в подметке не годится. Этот разговор беспокоит старика, и он задается вопросом, какие жизненные уроки Тина усвоила. Решив получить ответы, он идет к Крею, который только что обнаружил нечто необычное среди реликвий. Это маска, сделанная из кожи колоссального титана. Крей, со звездами в глазах, уверен, что маска позволит ему менять внешность по своему желанию. Он вспоминает, что у него когда-то была похожая маска, но Лис разбил ее, потому что она показалась ей слишком жуткой. Теперь он хочет снова ее заполучить, думая, что это позволит ему жить свободно, и никто его не побеспокоит. Старик появляется как раз в тот момент, когда Крей восхищается маской, и говорит ему, что ему пора уходить, потому что у него много работы. Но Крей говорит, что маска его очень заинтересовала, и он хочет договориться о ее покупке напрямую с тем, кто ее прислал. Старик ворчит, что он еще даже не оценил ее, но неохотно соглашается организовать встречу. Затем Кай и Тина идут на десерт, и пока они едят, Тина спрашивает, как Крей собирается оплатить эту странную маску. Она говорит, что Цитри уже тратит целое состояние на свои исследования и бесплатно раздает зелья маны магам, так что лишних денег нет. И это замечание явно расстраивает Крея. Затем, когда они возвращаются в здание клана, он начинает размышлять.
Если он попросит у Лиз денег, она, скорее всего, начнет грабить людей, что может создать еще больше проблем. Он думает, может ли кто-то еще одолжить ему приличную сумму, но вдруг замечает карету дворянина, припаркованную прямо перед зданием. В этот момент появляется блондинка с Аркам и благодарит его за экскурсию по зданию. Она говорит, что большинство охотников просто глупые придурки, но Арк — настоящий джентльмен, и она рада, что побывала там, где он работает. Край молча смотрит на нее, не говоря ни слова, и блондинка не выдерживает, спрашивая, на что они уставились. Тогда Арк быстро представляет ее как Клэр, дочь графа, а себя как главу клана. Клэр смотрит на Края с явным недоверием и говорит, что много о нем слышала, но считает, что он выглядит слишком слабым для 8-го уровня. Она продолжает, добавляя, что такой, как он, не заслуживает быть выше Арка, но Край спокойно слушает ее оскорбления с невозмутимой улыбкой. Это еще больше смущает Клэр, и она требует объяснить, почему он не реагирует. Край вежливо отвечает, что вырос в бедности и не умеет себя вести с аристократами. Неожиданный ответ заставляет Клэр почувствовать себя неловко и виноватой, и она решает уйти. Позже Крея заводит разговор с Арком и спрашивает, есть ли у него много денег. Арк, уже зная, что Крей хочет купить реликвию на аукционе, категорически отказывается дать ему взаймы. Край разочарованно пытается попросить у него денег, но получает отказ. Услышав это, Арк смеется над отчаянием Края. Вскоре все в клане узнают, что Край отчаянно пытается занять денег, чтобы купить реликвию. Слухи быстро распространяются по городу, и все гадают, что это за легендарный артефакт, раз Край так отчаянно его хочет, и его цена взлетает до небес. Но Край не может достать денег и в итоге вынужден вернуться в Сити. Она уверяет его, что даст столько денег, сколько ему нужно, даже если придется пожертвовать своими интересами, и Край чувствует себя виноватым и неловко. Позже они встречаются с владельцем реликвии в кафе и с волнением ждут, чем закончатся переговоры. Но, к их удивлению, владельцем оказывается Арнольд, который тоже рад видеть Крайта. Они садятся за стол переговоров, и пока Край и прихвостень Арнольда играют в психологические игры, Арнольд неожиданно вмешивается. Он говорит, что они даже не знают, как на самом деле действует маска, но отчаяние Крайта явно указывает на то, что он знает. Поэтому Арнольд отказывается заключать сделку, пока Крайт не расскажет, что ему известно, и не признается в правде. Крайт спокойно отвечает, что не может рассказать подробности, но уверяет Арнольда, что маска опасна и что в их стране запрещено ее использовать. Он советует Арнольду избавиться от нее, пока не возникли проблемы. Но это задевает самолюбие Арнольда, и он заявляет, что не продаст маску, но потом сомневается. Арнольд начинает размышлять, не использует ли Крайт обратную психологию, чтобы заставить его оставить опасную реликвию. Решив, что лучше продать ее сейчас и избежать проблем в будущем, Арнольд меняет свое мнение и предлагает Крайту сделку, от которой тот не сможет отказаться. Он назначает цену в $10 миллионов, шокируя Крайта, который надеялся, что Арнольд согласится продать ее за 30 миллионов. Клори успокаивает Крайта, говоря, что все в порядке, раз Арнольд назначил цену, и тут же достает $10 миллионов наличными, чтобы завершить сделку. Но все меняется, когда другие посетители кафе, привлеченные слухами о реликвии, начинают торговаться, и в итоге Клэр выигрывает с ошеломляющей ставкой в 100 миллионов. Крайт не может конкурировать с этим, поэтому остаток дня он проводит в унынии. Ева объясняет, что цена взлетела из-за слухов о том, что Клай занял деньги у Арка, и по иронии судьбы даже Клэр не смогла купить маску, потому что ею заинтересовались другие дворяне, и правительство вмешалось, решив выставить реликвию на официальный аукцион. Ева отчитывает Клая за то, что он пытается потратить столько денег, когда уже и так в долгах, и он обещает ей, что больше так не будет. Но тут в комнату входит Цитри с огромным мешком золота и объявляет, что она собрала $800 миллионов, чтобы они могли потягаться с дворянами. Ева в ужасе от такой суммы, но Цитри уверяет, что копила эти деньги на свадьбу с Клеем, так что она имеет право потратить их раньше. Ева раздраженно начинает читать ей нотации, обвиняя ее в безответственности Клая. Но Цитри отмахивается, настаивая, что это ее деньги, и она может делать с ними все, что захочет. Устав от спора, Клай молча подходит к окну, чтобы подышать свежим воздухом. Вскоре к нему присоединяется Цитри и предлагает встретиться с Клэр, чтобы узнать, зачем ей реликвия, и, возможно, договориться с ней. Клай с радостью соглашается, и они сразу же отправляются к Клэр, которая явно недовольна их визитом. Она смотрит на Клая, обвиняя его в том, что он такой же наглый, как и Арк, раз пришел к ней. Клай пытается объяснить, что он не соперник Арку, а просто друг, и признает, что еще не превзошел его. Клэр неправильно понимает это, думая, что он насмехается над ее влюбленностью. Поэтому она вспыхивает и заявляет, что купит самую сильную реликвию любой ценой и отдаст ее Арку, чтобы он стал самым сильным. Крейг спокойно говорит ей, что Арк не оценит этого, и добавляет, что никто не может стать сильнее, просто используя реликвию. Но Клэр отказывается сдаваться и обещает достать реликвию для Арка, чего бы ей это ни стоило. Но тут вмешивается Ситёри и говорит, что у них бюджет в $200 миллионов, и предлагает Клэр уступить. Клэр расстраивается и понимает, что не может позволить себе такую сумму, поэтому обращается за помощью к отцу, и тот настаивает, что поражение от Кри приведет к позору для их семьи.
Решив победить, он соглашается снять деньги со своего счета и даже взять кредит, сказав Клэр, что она должна выиграть аукцион на покупку Крика. Затем сцена переключается на Крик и его группу, направляющихся к месту проведения аукциона, и Сетири отмечает, что им удалось собрать 950 миллионов, оценивая их шансы на победу примерно в 70%. Она добавляет, что они могли бы собрать больше, если бы Крик не остановил ее. Крик настаивает, что этой суммы достаточно, но Лис уверяет его, что не стоит волноваться, и предлагает украсть реликвию для него, если они не смогут ее заполучить. Сетири тут же предупреждает об этом, указывая, что это сделает подозреваемым в ограблении. Но Кая молча размышляет о том, как сильно он хочет эту уродливую реликвию, но признает, что это не стоит лишних проблем, и решает сдаться, если они не смогут ее заполучить сегодня. Затем сцена переносится в аукционный дом, где собралась большая толпа. Там они встречают Тина, Грега, Руду и Гилберта, и Кай рад их видеть. Он говорит Тина, что ей следовало присоединиться к ним раньше, но Тина напоминает ему, что он ее не приглашал. Край понимает, что он, должно быть, забыл об этом, и добавляет, что не хотел ее приглашать, потому что думал, что ей лучше держаться в стороне. Наблюдая за толпой, Край понимает, что был прав, потому что все говорят о нем и о реликвии, которую он ищет. Поэтому, чтобы избежать лишнего внимания, он просит Тину участвовать в аукционе от его имени и объясняет, что Лис нужно будет сделать ставку только тогда, когда он ей скажет. Тина соглашается помочь, но Лис выглядит разочарованной, ей хочется самой сделать ставку. Край быстро подбадривает Лис и говорит, что она должна выиграть любой ценой. Край успокаивает ее, говоря, что если они проиграют, то это не ее вина, потому что он сам решит, когда поднимать или сбрасывать карты. Затем в аукционный дом приходит Клэр, и, заметив ее уверенное поведение, Цитри понимает, что Клэр успешно собрала необходимую сумму. Затем сцена переключается на 14-й лот, который выставляют на аукцион. И Лис, который уже скучно нетерпеливо спрашивает Края, когда они принесут реликвию, которую он ищет. Край объясняет, что, скорее всего, это будет последний лот, потому что он привлекает много внимания, и добавляет, что пока не может ничего купить, потому что у них мало денег. Поэтому, если бы он хотел, чтобы реликвия появилась раньше, то хотя бы мог купить другие предметы. Затем, рассматривая выставленные на аукцион предметы, он отмечает, что хотя они полезны только в определенных случаях, он все равно очень хочет их приобрести. Затем Край замечает, что Тина смотрит на него, когда выставляют каждый новый лот, словно проверяя его решимость. Он изо всех сил пытается удержаться и не купить их все, но ему удается сдержаться из-за ограниченного бюджета. Затем он вспоминает об альтернативном источнике финансирования и решает купить один из предметов, но как только он собирается сделать ставку, на аукционе появляется голем Акаши. Сетири явно удивлена и спрашивает, зачем он здесь. А Кай вспоминает, что она хотела его купить, когда они приобрели Пожирателя Зла. Когда начинается аукцион по продаже голема, Кай спрашивает Сетири, что она хочет сделать. Сетири колеблется, признавая, что ей очень хотелось его купить, но это означало бы, что они упустят шанс получить реликвию, которую хочет Крио. Она объясняет, что создание этого голема стоило ей много денег и времени, но это память о ее товарищах. Поэтому она просит Кая не беспокоиться об этом, но Кай знает, что это не так, потому что видит, что она действительно хочет его купить. Поэтому игнорирует ее протесты и дает сигнал Тина сделать ставку. Цена быстро взлетает, превысив $300 миллионов, и продолжает расти. Сетири плачет, спрашивая, правда ли он не против, и Крио уверяет ее, что это лучший способ потратить деньги, но в глубине души он понимает, что речь идет о деньгах Сетири. Затем, когда ставки растут, Кай вспоминает, что сказала Сетири о том, что голем — это память о ее товарищах. Он предполагает, что голема могли создать друзья-алхимики Сетири, которых похитила башня Акаши. Затем мы видим, что цена за голема Акаши продолжает расти и вскоре достигает $900 миллионов. Клай начинает волноваться, понимая, что они не смогут позволить себе голема, если его цена превысит $950 миллионов. Его опасения подтверждаются, когда цена переваливает за миллиард, и он смиряется с тем, что голема у них не будет. Однако Клай продолжает участвовать в торгах и в итоге покупает голема за $1 миллиард 60 миллионов. Лиз быстро напоминает ему, что они потратили на $110 миллионов больше, чем планировали, и предупреждает, что это может стать серьезной проблемой, если они не заплатят. Но Клай спокойно успокаивает ее, протягивая чек на $110 миллионов. Клай благодарит его, обещая вернуть деньги, но Клай думает, что в этом нет необходимости. Поскольку деньги были не его, а Люциуса, он задается вопросом, правильно ли было потратить половину сбережений его сестры, не посоветовавшись с ней. Но он решает пока не думать об этом. К всеобщему удивлению, победителем аукциона на голема Акаши оказывается Грег. Позже Клай узнает, что Тина не знал, как участвовать в аукционе, и попросил Грега помочь ему. Поскольку Грег был знаком с процессом, Тина позволил ему участвовать. Клай не беспокоится, уверенный, что Грег, будучи опытным охотником, не станет сплетничать о нем или о Клай. Гилберт спрашивает, что Клай собирается делать с другой реликвией, ведь на голема было потрачено столько денег. Клай отвечает, что он уже достиг своей главной цели и решает отправиться домой, сказав остальным, что они могут наслаждаться оставшейся частью аукциона. Когда Клай выходит из аукционного дома, мероприятие продолжается, и наконец выставляют на продажу долгожданный последний лот. По дороге домой Кай вспоминает, что Клэр говорила, что собирается отдать самую сильную реликвию Арку, и это наталкивает его на блестящую идею.
На следующий день Крейг говорит Арку, что ему нужно отправиться к Клэр, и обещает, что он все поймет, когда окажется там. Друзья Арка ворчат по поводу очередного расплывчатого объяснения Кая, но тот уверяет их, что уже предупредил Клэр об опасности реликвии. Уверенный, что Арк справится, Кай убеждает его отправляться немедленно, иначе он опоздает. Арк соглашается, но спрашивает, нужно ли ему взять с собой оружие, и Кай советует этого не делать, говоря, что лучше идти безоружным. Арк нерешительно спрашивает, что будет, если он не успеет, и Кай беспечно отвечает, что он будет горевать. Позже Кай размышляет о том, что теперь Арк получит сокровище и сможет купить его у него с хорошей скидкой. Он думает, что ему нужно было сделать это с самого начала и надеется, что по пути не возникнет никаких проблем. Тем временем мы видим Клэр в своей комнате, которая вспоминает, как ее отец был недоволен даже после ее победы на аукционе. Он сказал, что она выиграла только потому, что Кай позволил ей, и отругал ее за то, что она потратила $200 миллионов на уродливую реликвию. И еще он был разочарован тем, что не увидел, на что действительно способен Кай. Клэр раздраженно говорит, что несмотря на все ее старания, никто не ценит ее усилия, и все, что у нее есть, это уродливая маска. Затем Клэр рассматривает маску, гадая, что в ней такого особенного, и убеждается, что она просто слабачка. Вдруг маска начинает говорить с ней и спрашивает, хочет ли она получить силу. Пока он двигается, он говорит, что давно наблюдает за ней, чувствует ее печаль и сожаление. Клэр достает меч, чтобы защититься, но маска искушает ее, обещая исполнить ее самые сокровенные желания, и нападает на нее. В этот момент Клэр вспоминает, что 1000 предупреждений говорила ей об опасности этой маски, но не успевает ничего сделать, как маска овладевает ее телом. Затем сцена переносится в дом Клэр, где ее отец сообщает Арку, что Клэр заперлась в своей комнате прошлой ночью. Он надеется, что она откроет дверь Арку, и благодарит его за то, что он пришел. Арк спрашивает, что Кай пытался ему сказать, и тут они слышат шум. Арк и его друзья бросаются туда и видят, как рыцарь отбивается от кого-то. Вскоре они понимают, что это Клэр устроила беспорядок, и Арк замечает, что на ней маска. Клэр в своем измененном состоянии просит его не смотреть на нее так, а затем снова нападает на них. Она говорит, что стала сильнее и готова убить любого, кто насмехается над ней. Арк делает шаг вперед и просит ее успокоиться. Она узнает его и спрашивает, что случилось. Она искаженным голосом объясняет, что нашла маску для него, называя ее сильнейшим артефактом. Она говорит, что с трудом ее добыла, и Арк благодарит ее, уверяя, что все будет хорошо. Затем он мягко просит ее снять маску, и она пытается это сделать, но замирает, когда видит, что у Арка в руках оружие. Арк вспоминает предупреждение Края не приближаться к Клэр с оружием, но уже поздно, потому что Клэр злится, увидев оружие. Понимая, что у него нет другого выбора, Арк готовится к бою, но приказывает своим товарищам атаковать с особой осторожностью, чтобы не навредить Клэр. Когда противостояние обостряется, действие переносится в отель, где остановился Арнольд. Команда Арнольда ликует, удивляясь, что им удалось продать проклятую маску за 200 миллионов. Но когда они заходят в свой номер, то видят Лис и Ситри, которые их ждут. Они растерянно спрашивают, что они здесь делают, и Лис объясняет, что они пришли забрать свою долю прибыли от аукциона. Она говорит, что им удалось продать реликвию за такую высокую цену только благодаря плану Крея, и справедливо, что они получат свою долю. Арнольд и его команда отказываются делиться с ними, и тогда Ситри достает противоядие, которое она готова продать за 110 миллионов долларов. Они смеются, обвиняя ее в том, что она пытается их обмануть, но Ситри объясняет ситуацию, говоря, что выпивка, которую они пили раньше, была отравлена, и предупреждает, что скоро начнут проявляться последствия. Затем, пока она говорит, все, кроме Арнольда, начинают чувствовать симптомы. Лиз замечает, что Арк, как охотник 7-го уровня, может выжить, а остальным так не повезет, поэтому Арк неохотно соглашается на их требования. Позже Арк и его команда возвращаются в дом клана, где Кей устраивает вечеринку в честь их возвращения. Увидев их лица, Кей предполагает, что Клэр закатила истерику, но Арк поправляет его, говоря, что она сделала гораздо больше. Но, как обычно, Кей понятия не имеет, о чем, черт возьми, он говорит. Затем Арк говорит, что Крей, как всегда, ничего не понимает, и Крей спрашивает, где находится реликвия Дэна. Он показывает ему маску, и Кей с нетерпением открывает коробку, хотя Арк и предупреждает его, чтобы он не был таким безрассудным. Но Крею не терпится наконец-то заполучить маску. Но тут реликвия начинает говорить, удивляясь, что он был подавлен. Крею это нравится, а Клэр извиняется за то, что не послушала его. Но Крей не обращает на это внимания и надевает маску. Реликвия пытается завладеть им, но быстро понимает, что у Крея нет ни силы, ни амбиций, ни жадности, и что все его навыки оцениваются на -Е. Поэтому она отпускает его, признавая, что он недостоин. Крей смеется над этим, понимая, что это не та маска, которую он искал. Но ему все равно, ведь говорящая реликвия — это редкость, и он спрашивает Арка, можно ли ему оставить ее. Арк, напуганный реликвией, с радостью отдает ее Крею. Затем начинается вечеринка, и Крей выходит на балкон один. Он смотрит на город и думает, что это не та реликвия, которую он искал. И задается вопросом, насколько он слаб, если даже 10-летний ребенок смог активировать маску. Он думает, что, возможно, ему пора уйти на покой. Но это конец первого сезона.